Здорово, здорово, ребят. Ну чё, продолжаем проходить третий Resident Evil. Поехали. Джилл, казалось бы, удалось оторваться от преследователя, но тот проявил поразительную настойчивость и загнал жертву на крышу здания, предварительно под снос. У нее не осталось иного выбора, кроме как встретиться с тварью лицом к лицу. В общем, мы о чем? Мы оказались сейчас в магазине оружейном Кендо. Макс Ланг. Привет, как оно? Здорово, Макс. Да, что-то немного приболел. Проснулся, что-то горло побаливает. Походу ангина начинается. Ну, надеюсь, все обойдется. Так, ключик я взял. И значит, мы двигаем вот в этот проход. Давай-ка мы, наверное, пистолет возьмем. Как разрабам, да, удобно. Взяли вторую часть, просто персонажа немного изменили, локации те же оставили. Немного декораций поменяли, да и все. И так сойдет. Короче, получается, когда Клэр тут бежала, Джилл тем самым открыла ей замок. Вот. Вот оно в чем. Вот где собака зарыта. Так, давай-ка мы этого мужчинку-то порежем. Да. Надо было стрелять. Да что ж такое? Нет, нахуй, загружаемся. Два укуса, что-то мне не нравится. Отсюда. Два раза попасть на зубы как-то не вариант в самом начале. Что там того-то что? Надо было стрелять. Там еще у нас чувак с этой херней на башке ходит. Довольно-таки опасно. Поэтому будем действовать, как говорится, Макс, наверняка. Мне кажется, нож не так работает. Походу, что-то, ну... Во второй части это работало так. Ты подходишь к спящему зомбарю, подрезаешь его и как бы все. Вот. Пошустрее бы, давай. Мы его подожжем. Вот. Я, наверное, слишком близко к нему подходил, что ли. То есть когда-то получается, а когда-то не получается их резать. Это странная фигня. Макс Ланг. Он уже не спал. В этом и проблема. Так, вот этого чувака теперь надо как-то гуляющего замочить. О, слушай, у него в затылке еще слабая точка есть. Блин, попасть бы туда. Пока он гуляет, можно его нахлобучить. Блин. Не попасть. Но близко к нему вообще не вариант подходить. Наконец-то он обратил на меня внимание. Пока он будку свою рассекретил, вот, нормально. И подрежем его на всякий случай. Я не знаю, может быть эти ребята тоже способны вставать после того, как у них вот это вот залупом на башке отлетает. А вдруг? Чем черт не шутит? Так, а Клэр мы, получается, поднимались все время наверх. И там через парковку топали, через спортплощадку топали, короче, к мусарне. А нет, к этому, к приюту, дому боли. Как мы вылеснили на том стриме эмпирическим путем, потому что там детей закапывали дети. Так, ну погнали, я не знаю, что тут. Что это за помещение вообще? Куда мы идем? Это вообще чья-то. О, блядь, стоит, скрывается. Так. Только я на него нацелился, он сразу ебло свое спрятал. Тихо. Давай-ка свалим отсюда. Он же догонит.
Подожди, он возвращается. Блять, он, главное, идет вперед, а постреляет этой херней своей назад. Блять, все равно задел. Как быть-то с ними, а? Чтобы наверняка их мочить. Так-то они не простреливаются. Ну-ка. Да, слушай. Когда ты ему в туловку стреляешь, он свою херню, короче, раскрывает. И как вариант его можно замочить. Правильно? Да. То есть, действительно, есть возможность мочить этих уродов, короче, по туловищам, а потом их уже расстреливать им, когда вот это вот херня это откроется на ебальнике. Что за дом вообще? Что мы тут делаем? Это, я так понимаю, проходной, просто сквозной, короче. Да. И мы тут оказываемся на улице. Ну, пойдем на второй этаж. Пистолетик. Естественно, перезарядимся на всякий случай. Случаи бывают разные. Угу. Ну, хорошо то, что я с собой отмычку таскаю постоянно. Колонка писем Raccoon Times. Дорогой редактор, пишу, потому что меня всерьез беспокоит кристалл Promenade. Это лучшее место в центре города для прогулок с детьми на выходных, и нет магазина популярнее и суровее к кошелькам родителей, чем Toy Uncle. И трудно не заметить, что в ветреные дни большая статуя у входа трясется, словно ее держит пара жалких винтиков. И если в людный день статуя потеряет голову, дети могут серьезно пострадать. Я уже в третий раз жалуюсь управляющему, но он не торопится что-то делать. Неужели мы не пошевелимся, пока не произойдет катастрофа? Нет уж, пусть полетит только одна голова управляющего. Смертельную ловушку пора убирать. Тимоти Уайлз, 69 лет. Это про игрушечный магазин речь идет, который там уже весь давным-давно горит. Зачем он туда записку оставили? Ну, видимо, для поддержания атмосферы. Так, давай используем. Кстати, надо ключик этот выкинуть. Макс Лонг. Если случаи разные, надо было и зло смазать. На всякий случай, конечно, да. Надо с собой баночку смазочки иметь. Так, вот это вот. Тихо. Выбрасываю. Бесполезняк этот. Ну все, вроде ничего лишнего нету. Пистолета патронов немного осталось. Быстро они уходят на этих ребят. Ну, по идее, сейчас вроде должны как наваливать всякого лута. Ну, пока чисто ведут по коридору. Ни загадок, ничего такого. О! Заебись. Теперь ракетницу схватил. Ебаный ты дурак. То есть огнемета ему было мало, он теперь схватил ракетницу. Замечательно. Серьезно? Действительно. Так, не забываем уворачиваться. Вот так вот пробегаем и вот этих ребят тоже. Короче, когда красный луч горит, он, значит, скоро долбанет. О, хоть не у меня. Экшен. Кстати, я прям бегаю вот на этом, на одном и том же пятаке, потому что я видел электростанцию. Карлос, этот монстр снова вернулся. Шутишь, что ли? Думал, ты его убила? Я тоже. А в какой сторону? Ну, надеюсь, мне сюда бежать. Ау, блять. Я не успел уклониться. А что, не сюда? Нет, вроде сюда, как цена сработала. Он меня через ограду перекинул.
По идее, она должна на землю сейчас была приземлиться уже без рук и без ног. Судя по вот размеру вот этого дилдака, который в него летел, как бы, там одна голова, наверное, должна была приземлиться, и то не факт. Ну ладно. У нас баба Рэмбо, она неубиваемая. Резиновая, походу. Ну все, по идее, да? Я так понимаю, он закончил меня кошмарить. Ну, давай тут осмотримся, может что-то есть. Ну надо вот туда, на леса подниматься. Спрей. Я думаю, пока лучше его поэкономить, потому что... А нет, придется жрать. Ну, то есть не зря его сюда кинули, потому что ты в любом случае получаешь урон. А чё она держится? Я же только что употребил спрей, и она, у нее состояние хорошее. Что за хрень? Почему она медленно бежит? Походу игра не так, как он. Не засчитала тот факт, что я только что полностью отхилил здоровье. А, уже нормально. Да? Джилл, ты на связи? Я придумал, как избавиться от гада. Беги на станцию. И привести его к вам? Все под контролем. Поверь мне. Угу. Мы опять на той же самой крыше. Вот здесь был мужик, я тут мою бочку взорвал. Там ход у нас получается к пожарному гидранту. То есть меня гоняют как тузика, блядь, по одному и тому же пятаку. И в принципе тем самым экономят. Вот здесь типа, да. Короче, будут немного декорации меняться, но сцены-то одни и те же. Вообще, короче, не парились, просто взяли маленький райончик и начали его видоизменять, скажем так. Так. От этого надо как-то уворачиваться. В магазе можно спрятаться. Я понял. Я думал, прокатит просто уклонение. Но, увы. Ну ладно. Ага, в магаз никак. Тут все горит. Ну, просто пробежать назад. Ну, охуеть. Ну, вот именно. Блядь, когда эта башка-то становится. О. Эпичненько, эпичненько. Так, ну, по идее, где-то, да, вот и не месяц. А то я думал, что-то как-то его не хватает кого-то. Хуй так, не попадешь ты. Блять. Ну, какого хера? Я патроны, я хочу взять патроны. О, я успел. А я успел. Так, нужно не забывать, что тут ребята могут быть. О, Карлуха, здорово. А тут уже проход открыли. Тут раньше ящики валялись. У него ракетница бесконечная, что ли? А патроны у него в очке находятся? Он их генерирует как-то или что? По идее, такая ракетница, она должна быть несколько зарядная, максимум 4. Там, Уходим, забудь о на нем. скидку просто. А он шарашит с нее, как заведенный. Откуда у него столько гранат с собой? Идем. Валим отсюда. Валим, блядь. Доберитесь до платформы метро. Ок. Ок, ну давай посмотрим сначала, что тут есть. Ну мы опять же возвращаемся, где у нас этот Михаил Виктор. Карлос, я поначалу тебе не доверяла, но... Спасибо. Эй, Не благодари. ты же первая спасла меня.
Ты куда храбрее, чем я. Все, Ну, главное, что теперь мы всех отсюда вытащим. стоят пичками, меряются. Ты будешь спасена. Так, может быть тут что-то изменилось у нас. Ага, и машинку забрали. Зато ящик остался. Наверное, давай, когда мы уложим красную траву просто. И все. Больше ничего лишнего нет. По идее, сейчас скоро должно быть, ну, типа, сюжет начался за Карлоса Судя по должен всему, быть. я на поезд не сяду. Почему? Новые приказы. И если это поможет спасти город, то я в деле. Так у тебя же приказы новые. Прям катсцена за катсценой. Твоя репутация вполне оправдана. Запрыгивай, поезд скоро уходит. Карлос, Тайрелл, у вас приказ. Возвращайтесь в город и отыщите Натаниэля Барда. Это же не последний рейс из города, да? Не волнуйся, как только высадим гражданских, поезд вернется. Все хорошо, езжай. Я не оставлю тебя в холодном и жестоком мире без Карлоса. Ага. Найдите этого ученого. Его вакцина может спасти всех нас. Ну вот, ты учишься. Важна лишь Не, даже собственная лупа тут. жизнь. Удачи. Едем. Да, мы сейчас за Карлоса будем играть, скорее всего. 29 сентября. 2:11 вагон Неужели метро. ты думаешь, что книжный червь вроде Барда все еще жив? У меня свои источники. А что? Переживаешь за напарников? Или что-то еще? Забавно, что безмозглые зомби смогли поймать в засаду наш взвод. Ворота ведь были закрыты. И подставили. Кто-то открыл ворота. Чтоб получился пиздарец. Кто-то из них работает на Umbrella. О, Почему этот уёбок не сдох? Стой! Их нет! Давай, сюда! говорит, почему этот уебок не сдох? А кто его убивал? Он же только что за вами гнался с этим, как его, со здоровенным гранатометом, как бы, и все. Его же никто не убивал, не калечил, никак в него даже не стрелял, просто убегали. Естественно, он догнал. Чего хотели-то? Окей. Николай, что ты творишь? А ему не я нужен. Николай! А он не Старс. Понятно. С моего поезда, выродок! Миша самовыпилился. Ну сейчас за Карлоса, по-любому. 29 сентября, 2:34, западные ворота много участка. времени. Поезд наверняка уже за городом. Поезд с твоей новой цыпой? Да не, брось. Она ведь такая... Ну, ты как цыпа. Так, На. не теряй голову, Ромео. Это полицейский участок. А ты уверен? Больше на кладбище похоже. Что и требовалось доказать. А разрабы особо не парились, они просто взяли и со второй части перенесли полицейский участок.
Получается, они в третью часть сделали просто кусочек города. Небольшой совершенно. Ну, вот то место, где магазинчики, гидранты и так далее. А все остальное просто, ну, и так сойдет. Зачем нам новую часть делать? Брэд, стой! Ти! Там закрыто, кстати, было, да, все время. Только не ты. Это у нас, кстати, как история, как Марвина грызанули. Ну, Прости. это который ей записки писал в желтом жилете. Она его встретила возле дома своего. Только он что-то быстро обратился. Марвин долго сидел покусанный. Черт! Закрыто! Займись дверью, а уебок на мне. Ну, давай А ну, замочим иди ее. сюда. Ну что, башка резиновая, что ли? На всякий случай. Будем действовать наверняка. Вдруг он решит еще подняться. Так, иди карта. Брэд. Что там? Витчерс. Он из Старс. Это может пригодиться. По-моему, Брэд Витчерс. Фамилия у него. Погоди. Вот тут внизу у нас за компанию Леона был проход. О, Прости, смазливый. отправленные письма. Люси Йен. Ликвидация завершена. Отправлена 26.09. После распространения инфекции в отдельный хаос. После распространения инфекции в отделении хаос. Среди граждан, нашедших здесь убежище, множество зараженных. Все файлы, касающиеся Ю, успешно ликвидированы. Жду дальнейших приказов. Следующий день получено сообщение от больных СП по закрытому каналу связи Старс, предположительно запрос об эвакуации от Б. Возможно, он сбежит из больницы и появится здесь. Прошу выслать поддержку из UBCS. Я эвакуируюсь с их помощью. Этот же день, только вечером, запрошенная группа для эвакуации не прибыла. Пребывание здесь становится невозможным. Я осталась тут на условии, что мне гарантируется безопасность. Если меня бросят здесь умирать, я придам огласке свидетельства сговора и подкупа Ю и общественных деятелей PC. Даю вам 1 час на ответ. Ну, не очень-то познавать. Артем Гордеев. Салом. Здорово, Тёма. Что ты там, приехал или ты еще отдыхаешь? Я смотрю, кое-кто не успел одеться. Это шмотки не, подожди, это шмотки Леона, все верно. Леон-то еще по сюжету сюда не дошел. Ладно, погнали наверх. Что-то я тут с ножом бегаю. 15 патронов на пистолет, ну такое себе. Давай вот сюда сбегаем. Короче, там Марвин грызанный уже будет, наверное, но он нам будет, скорее всего, сейчас еще помогать. Он типа еще более-менее в сознанке и не совсем покоцан. Где этот коп? Не знаю и знать не хочу. Где эта У нас чертова приказ. сука? Если наши данные не врут, то Барт в офисе Старс. Найдем его и арестуем. У меня Арестовать. есть его Артем карта. Спасательная Голосом Володарского. Где-то опыт Шарма Эль-Шейхом. Наши дни. Карлос, взгляни-ка. Я нашел Володарский, по-моему, у нас этот, как его, заложенным носом, да, говорил? Где-то по царь шейхов даже дни. Старс. По-моему, он так разговаривал. О, мне еще ячеек навалить, да? Короче, да. Как и Макс и говорил, у него сейчас карманов будет, как у Вассермана. Карлос, а ну дуй Ну-ка. сюда. Подожди, дуй. Рано еще дуть куда-то в разные стороны. Артем Гордеев. Да-да.
Что за странная ебаная дверь? У нас, получается, самые такие популярные переводчики в 90-х это был Володарский, Гаврилов и еще, по-моему, один. Я вот не помню фамилию. Вот кто-то из них гнусавил. То ли Володарский, то ли Гаврилов. Вроде чисто. Вроде чисто. Бать твою. Вроде чисто, бать твою, как приятно трогать. Трогать двери закрытые. Где бы ключик, бать его, так. Короче, сейчас вообще, по-моему, все закрыто. Максимум, может, этот мужик внизу с компом, который возится, может быть, какие-то двери откроет. Но, в принципе, хорошо то, что я сначала прошел вторую часть, и, мать его, я помню, как у нас вообще тут в целом этот полицейский участок устроен. Вот не зря ходил. Заебись же. Вот ложек нашел немножко. Я, конечно, понимаю, сколько там у меня. 170 патронов это гуд. Но они же когда-то кончатся. По идее, сейчас мужик должен вот эту дверь открыть. Давай, мужик, открывай. Почти. Барт в курсе самых темных тайн Амбреллы, и он понимает, что мы не на чай зашли. Что-то эта спасательная операция все больше похожа на задержание. Хорошо. Я учту. Я открою для тебя двери. Хорошо. Будь здесь и следи за участком. Сообщу, если что увижу. Короче, если я не ошибаюсь, Будь осторожен. Ага. И ты тоже. он мне открывает двери там, где у них, короче, сам офис, куда я флешку втыкал, комп, где у них стоит, по-моему, вот сюда. Давай хот-догера, наверное, возьмем, да, он прикольнее. Валера, настало твое время. Боевой нож меняем, короче, на хот-догер. И так, в принципе, никаких ништяков мы больше брать не будем. Ну, понятно. Да, хорошо. Сохраняемся. Ну, мызяка козырная, тут уже не поспоришь. А нет, слушай, он другой проход открыл. Возможно, тут, кстати, ликеры будут. Хотя, по-моему, рановато для них. Протоколы безопасности ID-карт. Каждому сотруднику полиции выдается ID-карта. С этого момента такая карта будет требоваться для доступа ко всем сейфовым ячейкам. Не допускайте попадания карты в чужие руки. Используйте ее с осторожностью. В случае утери карты немедленно об этом сообщите. Отдел административного хозяйственного РПД. Понятно, короче. Техничка написала то, что карты не пихай, блять, куда попало. А что такое? Это у нас сейф, короче, местный, да? Так, стой, подожди. Вот. Ну-ка. Подошло. А нам одноразовое или нет? Патроны для штурмовой винтовки. 16 штук, серьезно? А что так мало-то? Я 16 патронов, точнее, я сейчас, наверное, патронов 30 только в этого мудака в башку выпустил. Ебать, придется экономить. Вот там война вообще. Кинопредира. Сижу, думаю, что сижу. Ну, надо думать, иначе мозг откиснет. Вот как у нас этот чувак в проходе, вот в этом уголке, получил подачу и сел там навсегда. А второго, по-моему, либо немезец утащил, либо ликер, я не знаю. Языки у них примерно одинаковые. Что это, говорит, еще за хрень? Чувак, это пиздец. Это пиздец. Явно не зомби. Его повесили. По-моему, вот тут дыра была. Там вот, где он висит, волшебно. Давай-ка мы вот этого резанем на всякий случай. Но он, конечно, по сюжету встать-то не должен. Так, почему нож не работает? Ясно. Пошли менять. О, теперь заработал. Интересное кино. Че он не режет-то?
Это типа запрещенное? Ну этого не режет. Кинопредира. Не Чудеса. курю, весь день терплю. Но выпиваю, надоело курить. Но охота. Терпи, крепись. Решил свалить. Да. Кто-то, короче, схватил пацанов, раскидал их по стенкам и свалил. Ну, погнали. Погнали, чё? Тихо. Опа. Экономим патроны. Шикарненько. Подрезаем. Гори, гори, моя звезда. Они реально в форме звезды падают. Патрики. Жареный Патрик получился. Ну, тут дырки эти точно не дадут никак латать, короче, никаких деревянных этих дощечек давать не будут. О, это ликер был. Это был ликер. Мать его. Тихо, тихо, тихо. Их тут двое уже. Я понял. Коридор у меня длинный. Тихо. Отходим. Ну, критуй ты, ёб твою мать. Мексиканец. Последний из мексиканцев. Не хочет критовать. Будем тогда жарить яйца. Я думаю, этот мужчина уже больше не встанет. Подождем. Хреново, что телка зомби там. Она прямо за поворотом. И если я сейчас подойду туда ближе, она просто нагинется на меня. Как ее выманить, я пока не знаю. Кстати, у нас Карлуха уворачиваться умеет. Ну, он чисто бортует. Кинопредира. Силовые приемы. Кодироваться не хочу, так как обожаю рыбу с пивом. Когда не курил, мог выпивать много и долго не пьянеть сильно. Чувак, кодировка не помогает. Забудь про это. Ёбая полицейское приветствие. Ну да, я бы сказал, с огоньком. Приветствие с огоньком. Так, ну и все, в принципе. Давай, пистолетик. Будем стволом пользоваться, пока патроны не кончатся. Ку-ку. Есть тут кто-нибудь? И тишина. Кстати, вот здесь кто здесь повесит вот эту цепь по логике сюжета? Кинопредира. Родители мечтают меня кодировать химией. Ну, можешь родакам передать, то что это не работает. Это херня. Любая кодировка не помогает, если человек сам не хочет ничего делать, ничего бросать. Это чисто... Так, запишем вот этот вот код. Блокнотик я не зря достал сегодня опять. Коды, конечно, у меня такие есть, но давай мы их искать не будем. По-любому тут опять будет замес с замками и все такое. Патроны для винтовки 20 штук. Это ок. Это хорошо. Прием. Тут какая-то жуткая хрень. Не знаю, что это. Жуткая хрень? Ладно. Послежу за камерами. Будь осторожен. Будет обидно, если опять 3 зомбаря будут ходить по библиотеке. Но, камон, они меня достали во второй части за оба сюжета. Так, тут у нас... О, понятно все. Нихера их там. Ну, тут только вот так. Ходи по одному. Чёртовы гуки. Кинопредира. Нужно чувствовать тонкую грань Ай-яй-яй, между забоями, блядь. просто расслабиться в руках. Я застрял в двери, в дверном проеме. И меня загрызли. Так, ну ладно, если тут все, значит мы выходим вот сюда. Тут же у нас никого? Никого. Давай.
Блять. А не слишком выливаться, ребята, тут дохуя. Не находите? Ай, ну перезаряжайте быстрее. Пиздос. Так, топим. Топим, хилимся, короче, заново. Я там одного положил, но толку от этого никакого. Он сейчас обратно встанет. Че, они будут заходить-то? Вы не стесняетесь? Главное опять сейчас в дверях не запутаться. Шапочку потерял, блядь. Перезарядочки от эти. Мужик. Ощущение, что они не хотят вот эту дверь выбивать. Кинопредира. Лёша, как тебе моя работа по видео? Хорошо, молодец, продолжай. Все. Ничего. Иногда, кстати, нравится смотреть, как стеклодувы работают. Есть в этом что-то магическое. Так, наконец-то. Все, давай, поджигаем. Кинопредира. В заводе я имею в виду. Да, я понял. Вот, на заводе ты мне скидывал. Прикольно, продолжай работать. Чё. Продолжай работать, снимать. И может быть даже у тебя что-то такое вот произойдет, какая-нибудь возникнет идейка в голове. Какой-нибудь контент для Ютуба пилить по поводу своей работы. Это тебе такая подсказочка на будущее. Почему бы и нет? Подумай над этим. Кинопредира. Прикольно. Ты бы пошел на мое место? Ну, смотря при каких условиях. Ну все вроде. Все обожженные, никто больше не станет. Ну, в принципе, что, я только одну хилку поставил, потратил. Да, вот ее и вернули. Спасибо. Давай обратно на пистолет. По идее, вот с этого коридора все, кто мог, уже повышли. Повысыпали они тут гурьбой. Так, вот здесь у нас получается сейф лежит, стоит, находится. Кстати, стекло только-только прогрузилось. Вот здесь у нас ништяки, которые закрыты. Это, видимо, не про меня, короче. Опа. Кепочку. Сразу же режем. У него сначала нога загорается, потом яйца. Это странно. Ну все. По идее, больше он вставать не должен. Так, вот здесь открыто. Ну, естественно. Угу, чувак валяется. Давай-ка мы к нему аккуратненько. Так, на цыпочках подкрадемся. Да, подкрадешься к нему. Не, ну слушай, получается. Получается без траты патронов. Все. И вообще, по логике вещей, Джилл, короче, Клэр,
Клэр, когда во второй части должна пробегать вот это вот все, она должна типа находить горы трупов. Обожженных в моем случае. Но нет. Кинопредира. При условиях ходить как бомж. График 4.1. Зарплата возможно в будущем до 3000 рублей. Норму надо делать, пошел бы. Ну, на работе, по-моему, у нас много кто на заводе выглядит как бомж, так что дело не в шмотках. Ты все равно, блядь, будешь грязный. Ты потому что, мать его, на работе. Ты же не в каком-то светском рауте, чтобы выглядеть с иголочки. У тебя не добудут там костюмы тройка, блядь, выдаваться, чисто чтобы ты смену отработал. Поэтому все грязные на работе, это норм, как бы ты не начальником пашешь. Не забывай эту хуйню. 4.1 график. Ну, я работал по такому, это пиздос, он короткий, но у меня сейчас график не лучше. День, ночь, цепной, выходной, как бы это тоже хуета. Я постоянно на работе, как бы. У меня тоже один выходной, но по 12 часов. 4.1 работали, знаем. А то, что за зарплата, ну у вас в городе, по идее, такие зарплаты у всех, так что... Для твоего города это норм. У нас, допустим, зарплаты выше, но у нас и цены, будь здоров. Так что, то на то и выходит. И нивелируется. Так, по идее, вот опять же, кто-то этот ящик должен взять, утащить и просто вот здесь посадить одного зомбаря. Не совсем они продумали вот эту вот фишку. Раз они запускают персонажа в локацию, он же, по идее, должен что-то менять, там, обстановку и так далее, как бы, и вторая с третьей частью тогда не особо вяжется. Ну ладно, не будем, это уже мелочи. Показания подозреваемого, 20.09. Рост занятий безработный, бывший электрик, подозревается в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, детали инцидента. 18.09.98. Подозреваемый вел подозрительную деятельность по адресу Бок-стрит, 1442. При обыске его внутреннем кармане... Кинопредира. Нет 2.2 Форева. 4.1 ухахаха. Но у меня день, ночь, цепной, выходной. У меня не 2 через 2. Я бы очень хотел работать по 2. Ну, 2 через 2. Но, увы, у нас начальники говорят, идите нахуй, ребята. Будете въебывать как дебилы по пизданутому графику. Вот и все. Поэтому отсос Петрович. Так что у нас с тобой графики мало чем отличаются. Ты работаешь 4 по 8 и с одним выходным. Я работаю по 12. Но тоже с одним выходным. Вот и все. Так, при обыске в его внутреннем кармане обнаружено взрывчатое вещество и детонатор, что повлекло за собой арест вышеуказанным обвинением. При обыске дома подозреваемого обнаружено еще 20 самодельных гранат разной степени завершенности. Подозреваемый был крайне возбужден и не мыслил здраво. В начале допроса он принес лихорадочную речь, и в какой-то момент допрос пришлось приостановить из-за внезапного приступа крика у подозреваемого. Когда допрос продолжился, подозреваемый произнес следующее заявление. «Я не для тебя это сделал, а для вас. Почему никто никак не поймет? Трупы нападают из теней». У тебя же людей не хватает на работе. Из-за этого такой график 2.1? Нет. У нас просто уже несколько лет такой график. То есть у меня сначала был так же, вот как Серега пишет, 4.1. То есть по 8 часов, 4 смены с утра, потом 4 смены в 16 и потом 4 смены в ночь. Потом весь комбинат решили перевести, уравниловку сделать по 12 часов, сделать не по 8, а по 12. Потому что все в разнобой работали немного. Какие-то там участки по 12 часов работали, какие-то по 8. Решили сделать уравниловку по 12 часов. Но остальные все участки... Так, а в чем проблема сделать 2.2? Сейчас. Вот, остальные участки, короче говоря, сделали 2 через 2. Но так как у нас на нашем участке один из цехов работал по 12 часов день, ночь, цепной, выходной, поэтому и наш весь участок перевели по этому ебанутому графику. Мы подходили к начальнику, и несколько раз подходили, мы это напоминаем, наверное, каждые полгода просто. Он, ну, блядь, вот, типа, нужна стопроцентное согласие всех людей, а так как некоторые бабы, ну, там, то есть мы собирали подписи и все такое, короче, типа, давайте поменяем график, вот подписи, типа, сколько людей за, сколько против, как бы.
там стопроцентной явки нету, поэтому говорит, идите в пизду. Делайте, что хотите, короче, вот работайте так, потому что там 2-3 человек из 30 не устраивает. Вот и все. И будете работать как устраивает меньшинство. Вот и пиздец. Либо еще тут еще одна фишка, то что, скорее всего, начальник просто не хочет заморачиваться, менять документацию и так далее. Там надо графики переделать, поэтому хуй соси, губой тряси. Короче, долбим его уже года 1,5, но толку никакого. Кинопредира. Ты даже не понял смысл ходить как бомж. Я реально говорю как есть. Я стираюсь каждые 4 смены, а сосед скидся раз в месяц. Услышь мой крик души. Чувак, у меня грязь вообще просто, блядь, осыпается с меня. Вот, серьезно. Потому что мне нет смысла стирать шмотки, как ты говоришь, каждые 4 смены. У меня нет смысла, потому что я все равно буду грязный, испачканный буквально сразу же после первой смены. У нас грязи вот так вот по яйца. Мы ходим, бывает, блядь, просто по щиколотку в пене, в пульпе, блядь, и полный пиздец творится, как бы. Ботинки хорошо, если ты потопчешься, отряхнешь оттуда грязь, чтобы болты не такие тяжелые были. У нас бывает даже просто до рабочего своего места, чтобы дойти, то уже весь ухуячишься нахуй так, что можно уже стираться идти. Возвращаться реально и стираться, как бы. Так что тут крик души не только у тебя, так что имей в виду. У всех пиздец творится, как бы. Это комбинат, это производство, тут без грязи никак, это производственная грязь. Ты как бы не в мусоре, ты не в говне, у тебя от тебя не воняет какой-то шляпой там и так далее, как бы, ну, то есть я про то, что ты производственная грязь, это не грязь, это как бы, блядь, это нормальный процесс, как бы, я считаю. Ты бы увидел вообще мою каску, там вообще жопа полнейшая, там с нее можно ножом соскребать эту грязь. Так что, чувак, меня тоже жалуйся. Надвигается буря, под городской крышей не укрыться, надо взорвать ее, иначе она просто не промокнет, надо больше бомб. Ну, короче, понятно, опять записки сумасшедшего. Взрывчатые вещества, если там что-то понадобится крафтить, то уже, в принципе, это все дело объяснили. Патроны, вся фигня. Тут сквозной проход. По идее, там должен быть сейф. И от этого сейфа я помню код, он у меня записан. Мы его типа по сюжету должны потом узнать, но так как мы недавно проходили вторую часть. Ты работаешь в день 12 ч, в следующий день 12 ч в ночь, потом день отсыпный, следующий день выходной, да? Да. То есть я с утра отработал смену, на следующий день мне в ночь, то есть я в 8 вечера я пришел домой. На следующий день я просыпаюсь, потом херачу в 6 вечера на работу. Ну, в 6 я выхожу, как бы пока дойду. В 8 у меня начинается смена с 8 вечера до 8 утра. Потом у меня отсыпной. Вот сегодня у меня отсыпной. То есть я полдня проспал, и у меня есть вечер, чтобы там сделать свои дела. Завтра у меня еще будет свободный день, и потом с утра на работу. Все, пиздец, выходные закончились. И вот так вот постоянно, как бы. То есть, и плюс еще к тому же, я работаю на подменах, так как у меня 5-й разряд, короче, я работаю на подменах на всех насосных и так далее, короче. То есть, я могу разных людей заменять на разных участках. Ну, точнее, в разных цехах своего участка. Вот. И тем самым у меня график может меняться в плане том, что я, допустим, работаю день начался на выходной, и вот так вот я работаю месяц, потом хлоп, меня перекидывают в другую смену, я, допустим, 2 с утра отработаю, потом у меня еще сразу же ночная, без выходных. Такая херня бывает, одна смена плюсуется с другой, а бывает наоборот выходные, там типа, допустим, когда смена на другую накладывается, и дай бог то, что я могу 2 дня типа дома побыть. Но бывает и иначе, допустим, там какой-нибудь урод забухает, блядь, Леха, выйди, ебаный пиздец, мы не справляемся. Ну. Вот такие дела. Но у нас сейчас еще хотя бы вахтовиков, то что вахтовики некоторые, они подменяют на этом, ну не некоторые, смена вахтовая, она подменяет с утра. Так что иногда вот сейчас начальники вот этим спасаются, то что вахтовиков выводят вместо нас машинистов. Если кто-то забухал, пузика, ножка заболела,
Вахтовик отработает. Но так как они сдают смену, блядь, лучше бы никого не было, нахуй. Потому что там такой пиздец потом творится, и потом приходишь туда, ёб твою мать, ебаной, что делать, за что хвататься. Как-то так. Так, 9.15.7. Вот такой у нас код. Костя Рика видеослики. Привет, где тройничек? Здорово, Костян. Тройничок это у нас получается Карлос, Немезис, Джилл. Кинопридира. Они... Я зязик должен денег за синьку. Погоняло придумал зизя необидная погоня. Сам он язык пришло, конечно, без смысла оскорбить, он норм чувак. Ну ты потом у Сереги спроси. Это личное, я думаю. Так, ладно, 9.15.7. Тройничок, короче говоря, это как раз вот Немезис, Карлос и Джилл. Они ее вдвоем пердолят. Как следует. 9, 15 и 7. Та-дам! Старые пароли со второй части работают. Карманы Вассермана растут. Костя Рика видеослики. Тирана не хватает. Да. Чтобы прям вообще на четверых бы, на троих бы ее расписали, Джилл. Чтобы и в хвост, и в гриву. Кстати, я в третью часть не играл. Тут Немезис будет за мной бегать? По полицейскому участку или нет? Ну как тиран. По идее не должен. Как-то хуёво стрелять в копов. Как-то хуёво стрелять в копов. Костя Рика видеослики. Нет. Костя Рика видеослики. Ха-ха. Так, он говорит, хуёво стрелять в копов. Вот, как раз это у нас код от того самого сейфа. Спасибо, я уже знаю его. Давай. Включаем свет. Свету включаем. Вот здесь у нас что? Фотоаппарат. А что у нас, мексиканец теперь фотографа заделался? Убить вспышками. К чему бы это вообще? Слушай, может это отсылка? Прям вот что-то такое, прям не знаю. Вспоминается, когда у нас каких-то монстров мочили вспышками. Костя ёпта. Рика видеослики. Это не участок, а пародия на участок. Ну тут он сокращенный. Они просто взяли со второй части, взяли локации, туда поставили новых персонажей, Карлоса и Джилл, и все. В принципе, они особо не парились. Они просто взяли вторую часть, чуть-чуть переделали, да и все. Третья часть готова, заворачивайте. Только они сократили участок полицейский примерно вдвое. Или втрое даже. Так, выкладываем вот это лишнее все. Костя Рика видеослики. И тут Джилл должна быть. Почему тут Джилл должна быть? Джилл, типа, она скакала на поезде, ее там долбанул взрывом. Короче, Немезица же долбанул Михаил Виктор, когда Немезис прискочил к ним на поезде. Джилл тебе, типа, сейчас в метро должна находиться, вот в шахте метро. Она там должна тусоваться под обломками взрыва, а Карлос пошел в полицейский участок. Верно. Костя Рика видеослики. В оригинале за Джилл играешь в участке. Ну это в оригинале. В оригинале игра гораздо длиннее, а тут они просто париться походу не стали. Карлос, офис Старс впереди. Понял. Кинопридира. Зизя, если ты тут и служил в армии, как то тебе погоняло без обидного умысла? Просто коротко и присвоила на язык, братан? С аванса отдам, что смогу. Сереги Зязина тут нет. Он бы, наверное, сообщил о себе. Он когда зайдет, он поздоровается. Я думаю так. Так, ну офис Старс у нас вот здесь находится. Пока мы сюда не пойдем, давай через верх.
Ой, Коста-Рика видеослики. А Карлос только госпиталь. о. Жопку подожжем, ручку. Все. Подожди, по-моему, за Карлоса, когда Джилл ранена, ты играешь за Карлоса, она, по-моему, валяется, это уже ближе к концу в оригинале. Она валяется, по-моему, в какой-то колокольне, часовне, что-то такое. Кинопредира. Костя меньше ешь амфетамина порою. В чем тут амфетамин? Ключик. А что это за ключ такой? Ладно, я понимаю, там с этими ключи были с игральными картами. Коста-Рика видеослики. С ножа убьешь не Мизиса, босс. Это вряд ли. Они, ну, иногда у меня получается, короче, ножом отбиваться, чтобы патроны не тратить, а иногда что-то они прям нападают. Ага, эту стену, короче, у нас сломает кто-то в будущем. Кинопредира. Жаль. Так, этот пароль у меня тоже где-то был записан. Коста-Рика видеослики. Я убивал. Ну, ты, Костян, у нас вообще, кстати, вот любишь такие челленджи, блядь, просто схватить нож и пройти с ним всю игру. Чувак, я не такой хардкорный игрок. Блядь, а где же этот пароль? Там никто у нас не встает? Это шуршит кто-то. Нет. Блин, а где же пароль-то? Вот, DCM. DCM. Все. Коста-Рика видеослики. Как хорошо, что я их Сейчас сохранил. буду метро Last Light проходить без огнестрельного оружия. Вот как? Вот как? Стрелялку проходить без огнестрела. Это же шута. Чисто нож и все? Или что-то еще будешь пользовать? Так, мне сюда. Угу. Ну тут надо взорвать уже. Давай-ка мы вот этот код, раз уж так. Так, если DCM использовали, значит у нас... Коста-Рика видеослики. Ну вот так стелс, нож, гранаты, мины. Кинопредира. У меня население в городе 3000 человек, с работой плохо. Но я буду биться до конца, пока холостой. У нас население, по-моему, где-то 1015, если я не ошибаюсь. С работой тоже не фонтан, как бы. У нас, если кто на комбинате не работает, тот работает охранником, блядь, пятерочки. Вот и все. Ну, либо подобные организации. Ну, ремонты делают, там, что-то такое. Стелс, нож, гранаты и мины. Кстати, а вот гранаты с минами, это же получается огнестрел. Тоже же можно... ДЦП? Гранаты с минами же тоже можно отнести к огнестрелу, по идее. Ну, не то, что прямо к огнестрелу, но это же типа оружие, то есть она взрывает... То есть, ну, явно не холодное оружие, гранаты с минами. Ну, я понимаю, что это не огнестрел, но тем не менее, как бы, это считается же оружием. Коста-Рика видеослики. Это не огнестрел. Коста-Рика видеослики. Условия огнестрела. Ну, если гранат хватит, то, в принципе, почему бы нет? Кинопредира. Огнестрел. Ну, взрывчатка не считается совсем прям огнестрелом, но тем не менее, это явно не холодное оружие, это как бы, блядь, все равно ближе к огнестрелу, скажем так, я не знаю, как объяснить. По-моему, вот это кэп. Коста-Рика видеослики. Гранат всего 5 мало.
Ну, тогда практически не считается то, что они у тебя есть. 5 штук на всю игру. Макс Ланг. Гранаты, мины, не огнестрел, даже и совсем не совсем. Ну, я не знаю, ну а к чему гранаты с минами отнести? Вот к какому оружию? Ну, она же явно не холодная. А к чему тогда? Гектор, если ты это читаешь, значит, у меня же нет Ты живых. знаешь мою цель в жизни, Лёша. Если услышишь любые звуки из шкафчика, не открывай его, пожалуйста. Пока ты патрулировал, я подумал, как нам выбраться на ту сторону, и понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Мне удалось собрать неплохую бомбу, но у нас нет батареек для детонатора. И все... Где детонатор? И все они уж точно где-то лежали, но их, видимо, отнесли в комнату хранения на прошлой неделе во время уборки. Если мы хотим пробить стену, без батареек не обойтись. Так что я прошел наверх за тобой, у тебя был ключ от Не комнаты за всю хранения. игру 5 можно покупать или подбирать. Ну, в принципе, если хорошо разжиться гранатами, то ок. Граната, боевой припас, это я понимаю. Макс Ланг. Граната, боевой припас, говорит Википедия. Вот. Это как припас, но Макс Ланг. То есть как патрон. просто патроном ты убить не можешь. Ты их только Макс можешь Ланг. кидать в людей, и все. Только способ применения другой. Патроны как бы людей не убивают. Убивает конкретно взрыв в этом патроне. Ну там удар, ну не буду Костерик, вдаваться в подробности. Количество макс 5 гранат. Тем не менее, если у тебя, ты как бы патроном замочить не можешь, а гранатой можешь. Получается, граната это оружие. Патрон это, скажем так, одна составная оружие. То есть, допустим, если у тебя в пистолете нет обоймы, то это оружием уже можно не назвать. Как бы ты можешь пистолетом только постучать по башке как бы противнику и все. То есть фактически он уже не становится огнестрельным оружием, а холодным оружием. Только пистолет в сборе дает тебе огнестрел. Огнестрел, гранату-то Макс, вот к чему отнести? Так у патрона есть капсуль, ты его отстрелить можешь и без оружия. Да, но он, блядь, с такой же вероятностью тебе пальцы может оторвать. Вот и все. То есть, по идее, это та же самая граната, по сути. По сути, это та же самая граната, но граната более безопасная, скорее. Все равно считается горячим оружием. Костерик, Ну, не холодным явно. Я буду проходить на хорошую концовку, там нельзя людей убивать, только оглушить так, что гранаты не в счет. Ну, это получается Макс, стелс Все уже. может. Это тогда получается стелс, если граната никак. Ну, точнее, глушить. Это уже ближе к стелсу. Макс Ланг. Но это боевой припас. Ну, боевой припас, но все равно он явно холодным оружием не будет считаться. Вот так тогда к чему можно отнести гранаты? Просто к оружию, но явно не к холодному. Мины также, по идее. Интересный вопрос, кстати. Гранаты только на мутантов. Так, ладно, прочитаем что-то. Пока ты патрулировал, я подумал, как нам выбраться на ту сторону, и понял, что лучший вариант пробить проход взрывчаткой. Та-та-та, батарейки, детонатор, ключ комнаты хранения. Сразу на выходе из душевой на меня напали. Один из них сумел меня укусить. Макс Ланг. Нет, холодное оружие и ножка стула. Ты смотря как применишь. Тогда можно гранатой просто по башке настучать, и она как бы не взорвется. Но тем не менее, она же может взорваться. И, соответственно, у нее такой же эффект, как у пули, по идее. Пуля считается, по идее, тоже горячим оружием. Граната — это граната. Так вот в чем, скажем так, загвоздка вопроса. Гранату к чему относить? Ну, явно не к холодному оружию. Но к оружию надо относить. Но если она как бы не считается горячим оружием, I don't know, вот тут как-то странная фигня. Зомби укусил, я как мог промыл рану, но чувствую себя еще хуже и хуже. Надеюсь, тебе не надо разъяснять, почему нельзя открывать шкафчик. За меня не волнуйся, просто выбирайся отсюда как можно быстрее. Не переживай насчет 600 баксов. Ладно. Боевое оружие. Так вот, боевое оружие. Это все является боевым оружием. Если ты, как вот Мак написал, схватишь ножку от стула, это тоже будет твоим боевым оружием.
холодным боевым оружием. Граната тоже может быть боевым оружием, но если выдернуть чеку, то она уже становится явно не холодным боевым оружием. Вот я чё. Тут, наверное, забать сидит. Не стоит. Да ладно, не стоит, не ссы, сейчас мы ему башку оторвем. Вот сыкунчик, не захотел. Записку прочитал, говорит, не стоит. Костерика видеослики. Горячим боевым оружием. Что Смайлик. ж, придется сделать бум. Поезд сделал бум. Так, ладно, мы, наверное, давай сначала вот эту штуку, чтобы инвентарь не захламлять, мы ее сюда поставим. Когда батарейками разживемся, тогда уже и взорвем. Кстати, интересный вопрос, правда, насчет того, насколько граната считается горячим, Ёбаный в рот. Тут не пройти. горячим или каким-то другим оружием. Так, он говорит, ебаный в рот, тут не пройти. Но обычно я же в библиотеку попадал вот Костерика сюда. видеослики. Напиши в гугле. Ну вот, Макс загуглил, граната считается, вот он. Где тут? Макс Ланг. Нужен эксперт-криминалист. Вот, Макс написал, то, что граната, боевой припас, говорит Википедия. Боевой припас, Макс ну, Ланг. Срочно звоните на горячую линию. да. Поэтому в этом поводе надо, блядь, разобраться. Вызывайте экспертов. Вот нож, по идее, он может считаться боевым припасом? Или это чисто оружие? Сохранить пока рядом, чтобы не перебегать, если что. Даман 72. Привет, с меня лайк. Здорово, Даван. Спасибо за лайкос. Костерика видеослики. Почему у тебя горячее оружие? Ой, блядь. О, привет, Хуила. Да, этот хуило меня покоцал только что. Понятно. Даман Я не зря. 72. Может, его кидать можно. Даман, тебе вопрос на засыпку. У нас граната каким оружием является? Ты у нас тоже шутанчики любишь. Граната каким оружием является? Но явно не холодным. Макс Ланг. Ахахахаха. Костерика видеослики. Ха-ха. Бля, может ему этот какого... Ну ладно, попробуем так. Даман 72. Наступательным. Наступательным. Не, ну по идее, если вот я схвачу ножку стула и подожгу ее, то это Костерика будет тоже видеослик. горячим наступательным Ликер оружием. тем является, который тебя убил. Даман 72. Оборонительным. Даман 72. Боеприпасы. Ликер, который кем является, который меня убил, он является мудаком, блядь. Я был не готов, то что он напрыгнет на меня, сука, прямо с угла. Он козел, блядь, сейчас на него опять полуобойма уйдет. Оборонительным боеприпасы. Так вот, оборонительным оружием, если подожженная ножка от стула, она может же являться горячим оборонительным оружием. Ну так-то, чисто вот в порядке бреда, допустим. Костерика видеослики. Нет, он биоружие. О, Макс Ланг. убрали Надо уже. светошумовую добивать потом. Даман 72. Может, конечно. Все равно нахуйнул. Даман 72. Если заточить. Так-то лучше. Но еще подрежем его, пожалуй. Будем действовать наверняка. Светошумовую добивать, пока он в шоке. Да ладно, хрен с ним.
И так пойдет. Сейчас только похилимся, а то он мне опять аппендицит схватил. Надо сохранять. Хотя подожди. Что-то как-то переиграем лучше. Не нравится мне эта обстановочка. Даман 72. Не нож крутой здесь. Макс Лонг. Рука слева. Это поджелудочная. Макс Лонг. Гастрит у парня. Не, у него может быть, что у нас получается с левой стороны. Ну да, это не аппендицит явно. Это значит у нас, скорее всего, селезенка. Селезенка у нас же слева, да? Печень справа. Давай так его глуханем, да? А потом будем со ствола добивать. Получай. Костя Рика видеослики. Нож резать хлеб. Долго заряжается. Долго по-мудацки, блядь, долго заряжается. Рано грызанул. Заебись, вообще ваншот. Ну, нож прикольный все-таки. С огоньком, я так их называю. Лизуны. Убейте лизуна. Кстати, а почему лизун, а не ликер тут? Хотя ликер это и есть лизун. Так. Нет, стой. Костя Рика видеослики. Автомат отстой. Ну как-то да, он особо тут не чувствуется, что это хорошее оружие. Да ёб твою мать, попасть бы в него еще. Даман 72. Нож режет и жарит заодно. Он, по-моему, хот-доги он называется, что-то такое. Даман 72. Ликер это и есть лизун. Так. По-моему, что-то не очень я в него попал. Пиздос. Куда вы охуели? Чё-то беда. Можно было не переигрывать. Эй, блядь. Ладно. Сейчас мы его заебеним как-нибудь. С горем пополам. Так-то вообще есть как бы гранатомет и все Костя остальное. Рика видеослики. Любит лизать Карлоса. Даман 72. А чего ты хочешь с ним сделать? Ну, убить немного. Костя Рика видеослик. А прикинь, я тут с одним ножем проходил. Не, это дичь. Костя О, Рика уже лучше. видеослик. Так-то лучше. На кошмаре. У меня на стандартном уже. На стандартном это моя норма. Сохраняюсь. Ну его в очко. А то в следующий раз можно его и не пройти. Че интересно, они такой пососный автомат этому Костя клоуну Рика выдали. видеослики. И с обычным ножом. Ну, тут я взял нож с этим зажигательным лезвием, просто чтобы не чиркать стоять, блин, 10 тысяч лет у каждого зомби, а 1-2 раза и все, и чтобы они горели. Просто сэкономил себе время, скажем так, немножко. Че у нас там по заданию-то? Найдите, проломите стену ДШВ. Так, вот. Мы, короче, ищем. Костя Рика видеослики. Я Куда так и ключик? делал. Куда ключик применить ищем? Может быть, он сюда? Да, это он. Тут какой-то шум, как будто кто-то по вентиляции шароебится. Понятно, кто? Он один? Костя Рика видеослики. А, он один. Я люблю чиркать.
А так они красиво хотя бы горят. Вот, а ножом надо раз 20 им по нему полоцануть, чтобы он это заработал как надо. Так, кнопки уже тут отсутствуют. Угу. В прошлый раз. Кстати, у нас тут эту вот ID-карту тут можно применить? По-моему, там даже, наверное, ничего нету, да? Карта прыгает. Ясно. Давай открываем ящик. Получается, мы можем открыть 109, 106, 104. Давай. Начнем с этого. Костерика видеослики. Шашлык с зомби. 109. 104. Шашлык из зомби, да, можно называть его зомби-шлык. 106. 104. Номера, короче, шкафчиков, которые начинаются на 200, уже нет смысла обходить, потому что двойка тут уже отсутствует. Так, 100. Тут и, блядь. 104. Все, ну, батарейки, немного патронов и одну гранату. Ок, спасибо. Это мое. Зачем эта реплика нужна была? Иди к папе. Костерика видеослики. Зомби кнопки съели. Нет. Их же раскидали там по всему этому. Так, понятно. Подсказочка у нас, которую я уже решил. Да, прикинь, если на самом деле бы кнопки. Зомби сожрал бы кнопку. Ну, две кнопки зомби сожрали, и нужно было, короче говоря, ходить и подходить к каждому трупу, вскрывать ему брюхо, копаться в кишках и искать кнопку. Ну, по логике вещей же так надо было поступить. Так, ну все, по идее, да? Возвращаемся назад. Кстати, вот ключик-то можно выкинуть, он уже не нужен. Все, ключику до свидания. Да, то-то я думаю, что-то подозрительно тихо. Кто упал там? Товарищ. А ёпта. Ну столько, блять, патронов-то мимо. Я просто тороплюсь. Попов. Все, до свидания. Пусть горит. Потом кто-нибудь догрызет. Давай, вот это выкладываем. Это, да, и гранату, наверное, да? Ставим. Ставим гранату, она может пригодиться. И все, в принципе. И остальное уже нужно. Я не знаю. Давай сохранимся. Раз уж я тут недалеко. Все, заезжаем в взрывчатку, да, и пробиваем проход. Кто, интересно, тогда стену это сломает? Терминал накрылся. Отправляюсь к тебе. Понял. Кто стену тогда сломает на 3-м этаже? Она же как-то должна упасть. Устройство. Объединить. Вот с этим. И используем. Все, валим. В укрытие. По-моему, для такого количества заряда он очень странно спрятался за такой тоненькой стенкой в один кирпич толщиной.
Как-то это не очень разумно, я сказал бы. И рядом стоящие стенки вообще не пострадали. Да ёп. Притонул. Хуя их тут. Вот. Ай, назад никак. Блять, надо было их со ствола мочить. Тихо, тихо, но я запутался. Да пиздец. Подходим по одному, не толкаемся. Охуеть, а чё их так много-то действительно? Нет. Давай заново. Где-то двоих, троих я там завалил. Но одного точно кританул, я слышал, как у него башка лопнула. Батарейка со мной. Карлос, терминал накрылся. Отправляюсь к тебе. Понял. Ебать народу Макс, дохуя на тебя нападает. Боже, какие у него не смешные фразочки. Да, они какие-то, знаешь, такие, блин, ну как будто вот... Ну, не в тему, просто он, ну, отстойный какой-то. А, блядь. Будто ребенок ему реплики прописывал. Че, надо еще ближе? В укрытие. Короче, надо где-то десяток сейчас зомбарей завалить. А чё, где остальные? О, встает. Да ебись ты, блядь, они ж прикидают еще. Ох уж это популярность. Пидорасина. Ох уж это популярность. Да. Давай поджигаем, пока что есть. Подходим по Они одному, сейчас не толкаемся. будет горят. Кстати, он же поэтому, он же вроде не так давно, он молчал просто. А сейчас начал что-то попёздывать. Ты бегом заряжайте. Режем. Да, такую шайку-лейку перегандошить, вот когда у тебя сзади проход закрыт, не очень-то простая задача. Подождем, пусть прогорят. Все, кончились? Нет, еще один, даже двое, я думаю. А второго что, не будет? Где напарник? Я думал, что подожди, я же выбегал как раз сюда, и тут двое приходило прямо оттуда, с коридора. Может быть, один просто там застрял где-то и не идет. Учебный спрей и патроны, да, для винтовки. Вот, блядь, они дают десяток зомби и дают 20 патронов. Это что, блин, один зомби, один патрон, что ли, или что? Так не бывает.
Все, перезарядим нахуй. Тут попадоса не было. Останемся со столом. Так, и еще что-то валяется. Вот, 40 патронов. Ну, хоть что-то. Так, у нас тут что, все обугленные? Все, шашлык? Шашлык, башлык, люля, кебаб, там все дел. Пошли дальше. Здесь у нас офис. Опять этот как. Да, отлично. Блять, ну застрял в двери, как мудак. А ликеры у нас через двери не проходят. Программкой не прописано. Скакать им между помещениями. Зомби ходят, а эти мудаки нет. Давай-ка мы, наверное, потихонечку его вот с пистолета лучше завалим. Прямо в глотку его сахарную. Блять, ну он языком достает. Ничего. А чё, где он? А, он наверху был. Хуй тебе. Я хитрее. Прям в очко. Наебали дурака на 4 кулака. Бац. Ну заходи в дверь-то. Эй! Во. Когда вам такие подачи серьезные летят аж в дверь. Ходуном бах, с петель чуть не вылетает. Вот и все. Получается, по сути, мне этот пидор гораздо дешевле обошелся, если бы я не догадался, скажем так, прятаться с ним возле двери. Ну или просто, знаешь, застрял бы где-нибудь. Пришлось бы доставать винтовку и последние патроны в него отстреливать. Так, внимание, но спрей мы пока пользовать не будем. 13 патронов. Не густо. Но тут у нас как раз офис, который нужно по квесту попасть. Давай дальше пройдемся. Там у нас, получается, будет проход к статуе с конем. Туда, где медали надо втыкать. Завалили проход. Понятно. Ну, патроны хотя бы есть. Для винтовочки. Тихо. Подозрительно хрустит. Наверное, это мои мысли. Сцена. Опять. Доктор Барт, О, наконец-то! Вы хоть представляете, как долго я ждал ответа? спокойно, мы вас вытащим. Скажите, где вы? Я застрял в сраной больнице. Отродья окружили со всех сторон. Просто пришлите Старс. Они знают, что делать. Не выйдет. Участок полон тварей. Так разберитесь. Амбрелла рехнулась. Убивает всех ученых. Я единственный, кто знает, как изготовить вакцину от зомби. Так что либо сидите там и дрочите, либо отправьте кого-то, кто сможет меня вытащить. Карлос такой, ну окей, мы будем дрочить. Пошел нахуй. Так, и конец фильма. Сразу титры пошли и всех дел. Почему бы нет? Душка. Еще какой. Ты все слышал? Мы не можем сдать его. Решать не нам, а Михаилу. Михаил немного покойничек, но они не в курсе. Это займет время. По сюжету, типа, надо нам сейчас топать в больницу, но, скорее всего, мы, наверное, либо на Карлоса, ну, уже, наверное, Карлоса
сюжетка заканчивается, и мы, скорее всего, к Клэр поедем в больницу. Что-то мне вот это сдается. Ведутся они на шнягу, который ему чувак в очках впарил, как бы, и ломятся за какой-то вакциной, возможно, несуществующей. Как бы в городе творится пиздорез, за ними носится здоровенный амбал, который никак не может сдохнуть, с разными видами оружия. А они надеются на какую-то вот что-то из воздуха, на единорогов они надеются, на какую-то херню, короче. Может, найдешь что полезное. Селезенка у нее побаливает. Вот, надо как-то ее полечить, наверное. Так, ну, давай. Сундучок у нас. Вот здесь, по идее, да, традиционно лежит лечебный спрей. Дальше. Тут у нас, по-моему, световая граната лежала. Есть что? Ну, скорее всего, код какой-то. По-моему, тут кот валялся. Отчет об инциденте в особняке. О, это, кстати, про первую часть речь идет. Этот странный инцидент произошел в особняке, расположенном в горах Арклей и принадлежащем корпорации Umbrella. 23 июля отряд Старс Браво был отправлен в горы Арклей для расследования серии загадочных кровавых убийств. Внезапно связь с ними прервалась. 24 июля туда же направили отряд Альфа, и его члены оказались вовлечены в события, произошедшие в особняке поблизости. По итогам инцидента особняк был разрушен, есть немало погибших. Там двое, скорее, выживших, чем немало погибших. Трое. Там же медичка, Джилл и этот, как вы, Крис. Единственными выжившими оказались 5 членов отряда Старс. Ну еще получается Вескер. Еще кто-то. А кто 5-й тогда? Причиной инцидента послужили нелегальные эксперименты по созданию биологического оружия в секретной лаборатории Umbrella под особняком. Использованный в ходе опытов Т-вирус вырвался на поверхность и считается главной причиной последующих событий. Однако все доказательства были уничтожены вместе с особняком, поэтому дальнейшее расследование столкнулось со значительными трудностями. Это говорит о том, что типа с особняка Т-вирус вырвался, и теперь в городе трешак творится. Это Джилл в первом ряду? Да, вторая справа, внизу. А над ней Вескер. А с самой правой стороны, получается, у нас стоит Крис. Других я что-то не узнаю. Больше. Вот этот мужик в красной бронике в красном. Второй сверху. С правой стороны. Он, по-моему, зажил. Если играешь, он там принимает, скажем так, непосредственное участие. Медичку, кстати, не показали. Ладно, хуй бы с ним. Вот тут цветовая валяется. Оп. Здесь уже пароля не требует никакого. Точнее, флешки никакой. Здесь письмо у нас валяется. Должно валяться Криса к Клэр. Давай. Сундучок открою. Че, патроны просто, да? 50 штук. Ну, почему бы нет? Вот о чем я говорил, то что сначала ты тратишь все то, что ты накопил за определенный промежуток кривого времени, и потом быстренько ты это все дело чик-чик-чик, ты это все сливаешь. Потом обратно будешь накапливать. Вот в данный момент у нас идет период накопления, короче говоря. Так. Да хрен бы с ним. Не пользуйся этими гранатами. Срались они 300 лет. Так. Трава. Насколько, кстати, он там покоцанный-то? Внимание. Ну давай чисто зеленую траву мы, наверное, израсходуем. Опять до хрена красный останется. Одной достаточно. Смысл тратить. Тратить больше, чем запланировал. Все.
Кстати, у нас машинки-то рядом нет никакой, да? Записаться. Понятно. Доберитесь до офиса Старс, доберитесь до больницы. Ну, короче, получается, что мы отсюда должны вообще выйти. Покинуть ментовский участок. Да, это я. Это я. Авария? Все целы? Джилл, Вот, блядь. А? Что? Джилл, что случилось? Джилл, прием! Нужно бежать. делай что надо, а я найду Барда. Офис Старс 443. Ну, понятно. Ну, это о чем? Че я говорю, то что мы сейчас за Джилл будем ломать. За несколько минут до этого тоннель метро. Но Карлос все равно, скорее всего, в больницу пойдет. Мне так кажется. Найдите путь на поверхность. Ок. Неужели только я вышел? А что не видно? Тут все расхерачено нахрен. Мишка-то долбанул прилично. От души. От души душевной. Угу. Ну, хоть патроны все. Ну, короче, все на месте. Весь лут. Ничего не растеряла по дороге. Прием! Карлос! Черт, я вне зоны доступа. Вне зоны доступа. Так ты там под землей хрен знает на сколько метров. Хорошая новость, дрочилы. Какое замечательное обращение к людям. Хорошая новость, дрочилы. У меня есть для вас новое оружие, которое гарантированно заставит вас снова почувствовать себя мужиками. Это артиллерийские мины. Этих крошек придумал отдел военных разработок Umbrella. И они зажигают похлеще подружек на школьной дискотеке. Должно быть... добыть их нелегко. Да и управляться непросто, но оно того стоит, уж поверьте. Ладно, заглянем в сводку. Артиллерийские мины совместимы со стандартными гранатометами, но не надейтесь сунуть их куда-то еще. Ну да, действительно, они, блять, у нас где только не помещаются, допустим, в пистолет или в очко. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Ну, короче, бомбу прилипало, я так понял. Датчик мины засекает приближение врага и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте их врагу на дорогу, и вот вам натуральная мина. Когда дерешься со здоровыми уродами, ну, естественно, тут уже все нечестных приемов не бывает, так что все средства хороши. Но тут говорится о том... Тут говорится о том, что будешь немезицу под ноги во второй схватке, будешь ему под ноги швырять вот эти мины, и они будут взрываться, его станет, и ты его будешь таким образом добивать. Скорее так. Угу. Они у нас, короче, такие, как бирюзово-синие какие-то хренные. 2 штуки. Ладно, мы их пока с собой оставим, в принципе, что у нас, карманов-то хватает более-менее. Спрей можно, в принципе, выложить. Кинопредира. Я устал, Зизя молчит. Серега, может, на работе, не знаю. Так, ну давай. Это выкладываем. Это выкладываем. Хотя, если их сейчас дали, то, возможно, они сейчас и пригодятся. Оставляем. Оставляем. Тут обычно то, что дают, ты сразу же начинаешь этим пользоваться. Угу. Там мужик лежит, надо его сейчас того самого ножичком. О, встают товарищи. Их больше, чем сначала лежало. Сколько у меня? 29 патронов. Четенько. Подожди, надо успеть. Надо. Ай, блядь. Не то оружие. Вот.
Акт самосожжения был проведен успешно. Готово. По-моему, он двигался. Ну, в тюрьме или в этом, как его, или в катакомбах метро. Это я не понимаю. Странное помещение с этими, с койками. Как будто тюрячка реально была. Койка, лавочки. Странно. Ачивочка вон там. Лавка. Ну, еще парочка, даже трое. Кританул азиата. Хорошечно. Но будем жить всех. Беспощадно. Патронов маловато осталось на пистолет. 15 штук, все. Давненько не давали, значит. Снова у нас идет момент, когда ты все проебешь, чтобы потом собирать. Этот уёбок еще жив. Нужно Ну уходить. так как ты хотела? Спаситесь от существа. Подожди, от какого? Пока же еще никто не атакует, слава богу. Или он сейчас уже начнет кошмарить? Где я нахожусь? Погоди. Вот где-то вот в этом районе, по-моему, у нас весь замес был. Ладно, пошли дальше. Стой, там патроны. Оп, 7 штучек. Тоже неплохо. Брошюра по часовой башне. Кстати, вот, по-моему, с ней какой-то замес будет потом дальше по истории. Часовая башня Святого Михаила. Здание в стиле барокко в самом сердце Ракун-Сити. Она стала любимой достопримечательностью, а жители называют ее символом города. Церковь Святого Михаила возведена... Ну, короче. Все отлично. Покупайте наших слонов. Зеленая трава. Надо все прям лавочки проверить, чтобы ничего не пропустить. Так, все, лавочки кончились. Еще одна ачивочка, он Gold Stars. Сейчас, по идее, должен... давненько у нас Немезиса не было. Хотя он, наверное, там после взрыва в окурках валяется. Звезда в шоке вообще. Типа такого. Он, наверное, получил пизделей и тусуется. Нет, вот он. Я говорю, давненько не было. Ну вот, он сам себя затушил. Гад даже плавать не умеет. Ну как-то не умеет. Зато он прыгает. Карлос, прием. Он типа Халка. Да, это я. Ничего не вышло. Произошла авария. Авария? Все целы? Все мертвы. Михаил, вообще все. Вот, блядь. Николай бросил нас умирать. Посмотри на воду, ну пиздец. Куча взрывов его не смогло уничтожить. С заваленным зданием его не могло уничтожить. Возле него там, что там, С4, по-моему, да, взорвалась прямо вот на расстоянии никакого. Просто рядом с ним взорвалась взрывчатка, его не распидорасило. А тут он просто упал в воду весь обожженный. Она такая, мудак, плавать не умеет и стоит пиздит. Ты дура, нет? Надо валить нахрен. Мозг отсутствует. Что?
Найки чему-то удивляется. Вон он, как его распидорасило. Все, текаем. Ну да, это поможет. Кстати, он сейчас больше на ликера стал похож. Сейчас его минами надо хуярить, по-моему, да? Блин, а я с собой покилиться ничего не взял. Я не знал, что так будет. Пизда тебе? Да вряд ли. Ну, попробуем пока так отбиваться. По-моему, не очень-то хорошо попал я в него. Хер знает, помогает это, нет? Сколько у меня? Где-то штук 5, по-моему, да, таких взрывов было. Ай, промахнулся. Ну давай его туда тащить тогда. Пускай он подорвется. Давай, 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 сюда поближе. Понятно, эта штука уже не сработала. Валим. Чуть-чуть долбанул ему куда-то. Не знаю, насколько эффективно. Пока непонятно, как я ему урон наношу. Так, ну если тут есть зажигательные. Ну, мужик. Кому? Отпускай. Так. Хиляемся. Короче, один раз, если он тебя заловит, удачно, он у тебя забирает почти все здоровье. Шесть патронов у меня осталось. Ладно, когда закончится, будем смотреть, что по машинам. Где-то еще должно быть что-то. Вон я вижу мины лежат в ментовской тачке. Ай, это было больно. Ну, меня-то нахера станет. Давай-ка мы вот это возьмем. Ну, как орангутанг носиться начинает. Пока он там наверху, давай пособираем, что есть. В округе. Так, ну в ящике хрен с ним, наверное. Ничего пока полезного нет. Ну, особо времени просто нет. К ящику подбегать. Тут пусто. Тоже ни хера. Вот. Это для дробовика. Такое себе. На такую макину дробовик, это, по-моему, сейчас мало чем поможет. Давай рискнем. Вот это вот открыть. Надеюсь, я взял. Так, я взял. Мы, короче говоря, вот это вот используем.
А вот это вот мы объединяем. Вот так. Все. Давай, где наш гранатометик? Равно становится. Ясно. У меня как у кошака бешенство началось. Бля. Серьезно, пока он на меня прыгал, я не попал в него. Давай, догоночку. Не знаю, прошел урон, нет? Как тебе брыло, сраный урод? Бам. Еще одну маслину посадим на него. Вот так вот. Блять, мимо. Тоже будет. Ну потом, скорее всего, да. Не хватит мне этих боеприпасов. Прям вообще его из поля зрения нельзя упускать. Сейчас он как кошак набегается. О. Все, стрелять больше нечем. Давай дробаш. Так, он обратно на забег пошел. Да. Смотрим, по здоровью вроде норм. Не хватило чуть-чуть взрывных припасов. Как же сложно в него попасть. Да нормально, он останавливается. Не очень-то и сложно. Единственное, что припасы вот закончились, это, конечно, такое. Пока он носится, вообще по нему стрелять смысла нет. Вот когда остановится... Ай, надо заряжаться. Все, валим. Пускай и он побегает, и я заряжусь. Что там по этому? Ну, внимание. Пока еще нормально. Главное не просрать тот момент, когда будет опасность. По идее, собирать-то тут точно уже ничего. Я уже все потратил. Подождем, сейчас набегается. Так, понятно. Он пытается прыгнуть. Блин, 0 патронов. Я совсем забыл зарядиться. И в этот момент он меня сожрал. Пизда тебе! Ну да. Давай, короче, сначала мы все пособираем, что есть. Потом уже воевать начнем, блядь.
Тихо, 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 но не в ту сторону-то. Вот так вот. Что-то она это, за бочину держится. Подозрительно. Рано. Ну, вот это вот используем. Интересно, а как этого босса люди проходят с ножом? Он не загорелся. Это, наверное, не зажигательный, потому что просто взрывчатый. Вот в чем разница. Я-то думаю, что он не горит. Так, где-то я еще что-то не собрал по-любому. Ай-яй. Вот тут. Что там по здоровью? Ну, снова пока внимание. Пока он, короче, носится по стенкам, мы ящики вырываем. Давай так. Кстати, у меня еще, в принципе, осталось побольше, вроде как, в этот раз, побольше припасов. Значит, получше попадал, походу. Не знаю. Все, приземлился. Держи. Коли так. Ай, не попал. Блин. Вот один патрон просранный. Просто так это уже зашквар. Это потом может сказаться. Так. Ну тут 2 кило, короче. Давай мы объединяем. По отдельности нет смысла. 10 мин. 10 мин и 3, по-моему, обычных взрыва. Пусть горит закончит. Огонь ему все-таки чуть-чуть побольше урона наносит. Пусть догорает нормально. Все, он на забег пошел. Ждем. По идее у меня еще 10 мин аж. Первого знает, хватит, нет? Наверное, по логике вещей я должен расстреливать эти мины по стенкам, чтобы он об них потыкался и взрывался. Наверное, разрабами так было задумано.
Но можно не ищет легким путей. Так, ждем, пусть догорит. Бам. Так, пусть набегается. Как же сложно в него попасть. Так, она эту фразу болтает. Интересно, в какой момент? На середине, наверное. Ай, мимо, блядь. Ну, будем надеяться, что он когда-нибудь там пробежит. Если, конечно, эти мины и не временное явление. Нет, она взорвалась, я видел, как она долбанула. Это немножко странно, он себя ведет. Попытается убежать, тут же атакуют. Где он, кстати? Слушай, там проход какой-то появился. Нет, мне явно не туда. Должна быть какая-то катсцена, более все эпично должно быть и так далее. Все, гранатки-то закончились. Надеюсь, ему прям в рожу надо было шмалять. Ну, как бы. Не по отдельным точкам мочить эту панду надо. Как же сложно в него попасть. Ну да. Несложно в него попасть, он тупит, часто останавливается на большие промежутки. Проблема в том, что он жирный. На него много патронов уходит. Кстати, где он? Вот. Давай, прыгай. Все. Счет патронам тут надо вести хорошенько. Макс, тебе его сбивать со стен нужно минами. А так то, что я на него мины вешу, это типа не считается? Надо вот именно вешать на него мины, так-то урон да вроде проходит. Надо именно на стенки мины вешать. Я прям на него вешу, он взрывается, и вроде как он шатается, и вроде как урон. Чего нет? Но если это так, то, блядь, это пиздец тупняк какой. Ну, в смысле, не один ли хер, где эта мина взорвется? Макс, хозяин. Так, заряжаемся. Просто если конкретно его только минами и только со стен надо сшибать, это очень тупая хуйня будет, вообще тупая. Так, давай лечимся. Как раз опасность. Сука, атакует и атакует, а? Вроде беситься начал, не знаю. Опять опасность. Твою же мать. Как
Как же сложно в него попасть. Да нахуй, ты пошла просто. Вот и все. Вот я так понимаю, да, его со стенок сшибал. Проблема в том, что когда ты мину вешаешь на стенку, она через какое-то время просто взрывается там. То есть она может и без него взорваться. О, ты замочил. Ну что, погнали? Получай. Погнали. Откуда патроны, блядь? На в очке, походу, парочку попрятала. Одну в очко затолкала, взрывчатку, вторую в пизду. Карлос, ты еще там? Серьезно? Решил меня кинуть? Ну, пиздец. Короче, норм. Можно не обязательно по стенкам стрелять. Видишь, в чем дело? Ты, допустим, на стенку мину вешаешь, но он находится где-нибудь вот тут. Пока он до нее добежит, она может взорваться. А так, когда ты ему прямо на жопу эту мину вешаешь, он же все равно двигаться начинает, и мина взрывается прямо на нем. Профит. Сейчас хуяк ее за ляжку. Ну. Кстати, действительно за ляжку схватил. Минус рука, да. А прикинь бы, он в этот момент ее чуть сильнее бы тяганул, и она как бы стреляет в цепь, короче, решетка опускается, и ей прям в грудак или в пузико, хуяк, и все. Минус Джилл. Не рассчитала. О, посадил ей маслину. Все, теперь ты такая же будешь, красавица. Он хитрющий, блядь, как лис, нахуй. Все продумал. А этот пидор с Амбреллой работает. Забавно. Ты оказала мне большую услугу, Джилл Валентайн. Он до этого себя подозрительно вел. О, она еще и пеной пошла. Пенная вечеринка у нее. Примерно полдня спустя. Нихуя себе. Полдня провалялась. Джилл! Эй, очнись. Блять. А грудка, блядь. Джилл заражена. Я несу ее в больницу. Может, Слушай, а мне вот помнится то, что в оригинале она лежала в какой-то колокольне, часовне, что-то такое. Вот я такое помню. Обстановку в оригинале такая была. То, что она не в больнице вроде валялась. А ты начинаешь за Карлоса играть, у нее там куча патронов, и добываешь ей противоядие. Но находишься в колокольне, она, по-моему, была. Как-то так. Про больницу что-то вот я вообще не помню. По-моему, Джилл в больнице ходит. Хеза. спасет ее. Хорошо, встретимся там. Держись, суперкоп. Я рядом. Блять, фразочки. Держись, суперкоп. Я рядом. Блять. Что за пафосная херня? Ну, естественно, больница полна зомбарей. Но он доктора ищет. С прививочкой. 29 сентября, 21:20. Больница Спенсер Мемориал. Борис, Джилл. Борис. Я найду вакцину. Ты выживешь. Найдите вакцину. Обещаю. Обещаю. Ну это просто вакцину ей дать. Я думал, у нее что-то забрать можно там, ну.
Типа, раз уж тебе пистолет не нужен, да, я поношу. Мгм. Мгм. Монета восстановления. Постепенно восстанавливает вооружение, если есть в наличии. Может быть больше каких-то... Ладно, это уже имбовые монетки все. Перезаписывается. Стой, патроны. Патроны. О. 168. Ну, как бы норм. Если аккуратно действовать, естественно. Так, это у нас выход, получается. Вот мы отсюда зашли. Тайрелл, где сейчас Барт? Должен быть в лаборатории. Будь начеку, я иду. Понял. Я пойду вперед. Нам нужен ученый, которого зовут Барт. Кстати, на плакатиках ничего, кодов никаких. Ага. Ну, смотри-ка, тут наваливают до хрена этих, до хрена патронов для винтовки. Значит, будет больше зомбей. Стопудово. Стопудово они попрут пачками уже. Так, тут у нас Джилл валяется, вот здесь 2 прохода. И, в принципе, все. Первый. А второй, наверное, закрыт. Да. А, слушай, болторез. Я не помню, по-моему, я его не выкидывал. И кажется, его тут можно употребить. Нет, слушай, они мне его забрали. Я его, значит, выкинул. Потом найдется, что сказать. Либо это просто по сюжетке не надо открывать, типа нихер там делать. Это локация не для ваших глаз. Можно так? Угу. Вон тут уже покоцанные люди будут. Бум. Ёб твою мать. Кританул, хорошо. Блять, 8 патронов, кстати. Не густо. Чё, где остальные-то? Чё не подходит? Блин, он назад уходит. Мужик. Вот что я застреваю постоянно. О. Аккуратно старается, блядь, этих мудаков мочить, но... Но, блядь, не получается. Все равно цепляется. Че я на этого с ножом полез вообще? Не мое это. Неугомонный. Все, он упал наконец-то. На последнем патроне от пистолета. Не буду я, наверное, пока хилиться. Жалко мне патронов тратить. Кстати, отмычка у Джилл. Отмычечка-то у Джилл валяется. У нас инвентарь ни хрена не общий, правильно? Нет. Порылся бы у нее в карманах, что мешает, я не знаю, взять инвентарь, это же для ее блага. Или не хилиться, правда. Ладно. Не будем хилиться. Будем с этим, с наслаждениями панкреатита бегать. Пока хилы не надыбаем. На это нет времени! На что?
Прицельненько. Прицельненько, блядь. Какого хрена они постоянно все трясутся? Мужик, как сидим? Есть, кури. Все равно, блядь, нападает. Ты смотри, какой. Нет, так дело не пойдет. Та-дам! Дайте перекур 3 минутки. Сейчас подойду. Дробаш бы тут, конечно, пригодился хорошо. Тайрелл, где сейчас Барт? Должен быть в лаборатории. Будь начеку, я иду. Понял. Я пойду О, тут вперед. спрей был. Я не заметил. Тогда, походу, важно переигрывать. Потому что некоторые детали можешь не увидеть сразу.
А, мы на этих гавриках, короче, все патроны сейчас, которые есть в пистолете, выпустим. Лучше не торопясь, я думаю. Потихонечку. Тихо, тихо, тихо. Чуть не напал. Ну, лишний один патрон. Блять. Не засчитали этот урон. А ты заебал меня, вот реально. Сука. Все горит огнем. На одну хилку он меня долбанул. А этот там так и остался стоять. Оп, кончились. На это нет времени! Почему он это говорит, я не понимаю. На что нет времени? Ну, добивать трупа? А по-моему, очень даже есть на это время. Так, и мужика. Почему? А нет, смотри-ка, дошел, до него наконец-то дошло то, что он горит. Доджег, на всякий случай. А в уголь не превратится. Так, а мне бы вот обычную хилку, нахрен мне эта красная трава. Бля, походу температура поднимается. Мычек нет. Ладно. Погнали дальше. Ну, наверное, кто-то отсюда попытается выползти через окошко. Он прям треугольничек горит. Пристально прям. Через стенку. Еще одна отмычка. Того две. По идее, в больнице должно быть дохрена сохраненных медикаментов, разве нет? Аккуратненько все обходим, не торопясь. Потому что каждая падла может быть за углом. Сейчас лишний урон вообще допускать не стоит. Никого? В офис доктора Натаниэля Барда. Четко проговорите в интерком цель вашего визита. Куда проговорить? Ой. Вставьте аудиокассету, короче, чтобы... Нужно, короче говоря, чтобы меня сюда пустили, наверное, голос его проиграть. Кинопремьера. Я пьян, мне поиграть. Все, добрался до кондиции.
Журнал медсестры, 25 сентября. Каждый день поступает все больше пациентов с таинственной болезнью. Их бред не снимается успокоительным, поэтому пришлось надеть на них смирительные рубашки и поместить в изолятор. Проблема только в том, что изолятор уже просто трещит по швам. Директор приказал бесплатно принимать всех с соответствующими симптомами. Но чего он от нас ждет? Здоровья им пожелать? У нас нет лекарства. Мне еще кое-что беспокоит. После смерти этих пациентов забирают непростые похоронные команды. Говорят, это особые меры, чтобы не дать болезни распространиться. Но я ее не особо в это верю. Миранда видела, как ночью какие-то парни увезли тело в закрытую дверь. Зачем? Куда? Что происходит? Ну, Амбрелла их забирает, трупаков. Что, непонятно что? Все же ясно. Где? Так. Я с этой двери пришел. Ну-ка попробуем просто на шару, вдруг получится. Нет. Давай-ка мы это дело куда изучим. Тут ни батареек, ничего, чисто аудиокассета нужна и все. Доктор Барт, вы там? Я пришел спасти вас. Откройте дверь. Голос отсутствует в базе. Голос в базе? Они что, фантастики пересмотрели? Надо включить диктофон, чтобы меня пустили. Для диктофона нужна аудиокассета. Точнее, ну да, пленка. Вот, права. Можно похилиться, в принципе, почему бы нет. Все, лишний. Красная пускай со мной тусуется. На случай важных переговоров. Так, там зомби. Оу май. Давай, подходи, парнел. Очень много мажу патронов. Так, подожди, сначала перезарядимся, потом их поджигать начнем. Все, тетка упала? Не вижу. Да, она упала. Но она бы при падении могла бы меня зацепить все равно. Они тут все намеревались, кстати, встать вообще. Психологическая поддержка анонимных алкоголиков. Пора денежки за стрим брать. Так, ну до этого явно чувака не добраться. Нужно что-то включить, наверное. Это не все так просто. Вот, еще патроны. Блин, я больше патронов выпускаю, чем мне дают. Это мне не нравится. Блять. Бля, ну опять до хрена просто мимо прошло. Красная трава, ну сралась она мне, дайте зеленый. Карты не осталось никакой. Может на трупаках какая-то карта есть? Вряд ли. Нет. Нет. Операционная закрыта. Странно, в операционную по картам только пускает. Перезарядочка. Так. На второй этаж сейчас попрем, да? Не, ну слушай, локацию в больнице они хотя бы сделали, более-менее. Они взяли с другой части игры. За это спасибо. Чё? А.
Сказал бы просто, она закрыта и все. Здрасте. Он без башки? Да. Но мы его подождем все равно. То мало ли, может у него там что-нибудь, блядь, вырастет. Где-нибудь на жопе, там, я не знаю, здоровенный чири какой-нибудь. Будет меня атаковать еще. Угу. То есть кого-то тащили, долбанули здесь об стенку и все. И он исчез. А это жратва у них, что ли? Ну да. Слушай. Тортики всякие, походу. Или нет? Это блюдо просто. С крышкой, наверное. Я что-то думал, на больнице слишком многовато тортов. Это я на крыше. Понятно. Он должен догореть. Все. Иногда нормально получается им дамажить ножом. Когда вот прям чуть-чуть к ним подходишь, но там сраный баланс. Это надо прям, не знаю, так высчитывать. Иногда они просто рандомно на тебя прыгают. Угу. Мне либо туда, либо прямо. Хуя. Давненько патронов для пистолета не было. Ну, сколько у меня их, кстати? 12. Давай-ка мы, да, наверное, побережем для автомата. Пока не будем. Комната сохранения. По музыке слышу, то, что тут можно сохраниться. И сундучок. Тихо, что-то где-то вот. Журнал медсестры. Принято более 20% таинственной болезни. У пациентов в изоляторе наблюдается сильный некроз конечностей, лихорадка, бред и признаки гиперфагии. Инфекция. Инфекция. Перепробовали все антисептики. Результаты анализов крови из исследовательского центра пока не поступили. Спросить еще раз. Один из пациентов укусил доктора Янга во время осмотра. Рану мы обеззаразили. Но лихорадка его не останавливает. По идее, не обеззаразили, наверное, правильнее было бы обработали с точки зрения медика написать. Ничего не помогает, а пока в амбулаторном отделении началась настоящая анархия. Пациенты с каждым мгновением все больше бредят и становятся все агрессивнее. Мы вызвали на работу всех, кого возможно. У нас не осталось свободных рук. Этот хаос нужно сдержать. Понятно. В общем, пиздец там начался в больничке. Я думаю, траву, наверное, не будем выкладывать. Можно даже... Давай, наверное, объединим. Но опять будет до хрена травы красной и ничего этого. И ни одной зеленой. Кстати, я еще пока не заметил тут синюю траву. Типа тут отравляющих никого нету, что ли? Обычно же во всей серии, наверное, синяя трава присутствует. Зеленая, красная и синяя. Может, они упустили этот, решили упустить этот момент. Не знаю. Так, ладно, поехали дальше изучать. Так, я примерно вот... Стой. Карта больницы. Спасибо, но не обязательно. Тут и так пока все понятно. Так, я вот отсюда зашел, давай вот сюда прогуляемся. Угу. Ладно, не сюда. В смысле, ладно, не сюда? Подожди, я еще тут ничего даже не сделал. Что за поспешные выводы? Там сейфи, кстати. Он говорит не сюда.
Сюда. Что это такое? Ах ты, ёбаный козел. Блядь, ну нахера он упал-то? Че, типа, мне обходить надо? Десантник хера. Взял, блядь, вниз сиганул. Угу, ключик. Локер рум. Не помню. Локер рум как у нас переводится? Что-то всего набираю. Что я набрал-то? Получается, ключ я взял. Патронов для штурмовой винтовки. И вот это вот надо. Объединяем. Винтовочкой. Надеюсь, она теперь будет вообще с копыт всех ушибать. Так, и я оказываюсь снова на первом этаже. Получается... Угу. Да, я узнаю эту комнатку. Снова наверх. Стой. Хотя погоди. У нас тут какие комнаты есть? С ключами. Нет, я отсюда пришел. Локер рум. Наверное, зря я просто возвращаюсь так сильно. Все гораздо проще. Скорее всего, это локер рум, она на втором этаже. Ну там выбрался, что нет, показалось. Все, погнали, короче, наверх. Будем там все комнатушки тыкать. Что к чему? Так, первый закуток, это у нас крыша. Сюда мы, получается, просто обходим и заходим снова только через вот эту баррикаду. Я понял. А мне показалось, или там кто-то пробежал? Тут же вполне тоже ликеры могут быть, правильно? Так. Ой. Если там сейф, то может быть мне даже не сюда. Давай вот тут дернем. Ага, комната сохранений, все. Это он их... Не, ну слушай, больница, по-моему, одна из больших самых локаций вообще. Это типа как в полицейском участке, возможно. Ну, конечно, не такой большой, как полицейский участок, но тут тоже комнатушек и ходов хватает. Всякие вон тут мужчины валяются. Не горит. Ну ладно, давай вот этого. Тоже никак. Он для декорации. Главное, затишье. Что-то мне сдается, сейчас кто-то будет меня нападать. Возможно, эти товарищи после катсцены какой-нибудь станут. Уж больно что-то их много и как-то в одном помещении. Блять, отмычек опять нет.
Это уже третья. Журнал медсестры 29-го. Мы устали, клянусь богом устали, но делать больше нечего. Этот хаос просто никак не остановить. Поступают все новые жертвы, люди умирают, а болезнь распространяется быстрее, чем мы справляемся. Так что мы даже уже не стараемся. Те, кто еще не заражен, забаррикадировались здесь. Мы слышим, как они снаружи молят о помощи. Эти крики, но никто из нас туда не пойдет, потому что тогда нам всем конец. Поверить не могу, что мы бросили своих пациентов. Для медсестры уже просто хуже быть не может. Меня трясет от ужаса, но я хочу жить. Хочу жить. Мы слышали, как пролетел вертолет, и тут же перестали рыдать и жаться друг к другу. Потому что решили, что пришла помощь, но звук начал отдаляться, и теперь мы остались наедине с криками мертвецов и тихими воплями в сердцах. Мы скоро просто сойдем с ума. Доктор Янг, Ариана, Миранда, Дакота. Простите, я вас подвела. Что-то приближается. Помог. Чему бы это помог? Ну, возможно, вот это вот Ариана, Дакота и так далее о чем-то могут сказать. Вот эти вот имена. Напоминание от руководства. ID-карты нельзя выносить с территории больницы ни при каких обстоятельствах. В целях соблюдения мер безопасности, лишний шкафчик перед уходом работы. Ключ от комнаты со шкафчиками куда-то пропал. Человек, который в последний раз им пользовался, кажется, потерял его где-то во дворе. Вот, да. Вот этот ключ мы применяем тут. Тут, по идее, у них раздевалка. Ну да. Давай шмананем в шкафчике. Но, скорее всего, тут какой-нибудь зомбарь будет в одном из них. Цветовая. Вот, карта нашлась. Зомбарик. На всякий. А карту-то что нельзя? Не успел? Все, карту взяли. Это чтобы открыть операционную у нас. Это единственный момент, где у нас карта это помещается. Странно, но до сих пор никто не встает. По инвентарю. Ключик можно выкинуть. Ибо не пригодится. Пошли дальше. Это что за ебака? Бля, ну вы серьезно? Это, короче, походу пародия на хантеров с первой части зеленых этих гремлинов. Они уже не знают, кого придумать, походу. Срань господня! Ну это вот голимые же хантеры с первой части. Но гадалки не ходи. Сильно долбанул-то. Да слушай, а вообще, по-моему, не засчитали даже. Он как будто меня не тронул. А вот, кстати, их следы когтей. Вот кто у нас, короче, бегал. Я думал, это ликер или хотя бы там немезис пришибленный. Так, ну давай, наверное, да, сохранимся все-таки. Чтобы, если что, поменьше бежать. Стой. Лишнее у нас вот это, по-моему, граната. Да и в принципе все. Остальное пригодится. Сохраняемся. Пока рядом, почему бы нет? Но их сейчас больше будет, по-любому. Это не одним все не ограничится. Так, это на крышу. Нам сюда, значит.
ну, давай посмотрим, что тут за помещение. А он кто-то активно стенки ломает, двери ломает. Причем обе двери. Ага. Я не знаю, стоит ли заходить. Давай попробуем. Нет, она не открывается. Но они, скорее всего, одновременно ворвутся. Было же уже такое, что на меня по 6 человек нападали. Ходов пока я тоже, кстати, не вижу. Так, записи. Я, кажется, знаю, что стал пропавшей пленкой доктора Б. Ее забрал его помощник. Кто-то из моих пациентов видел, как Эббот забрал что-то из шкафчика сестринской и отправился в процедурный кабинет. Попробую пробраться туда и пошарить в ночную смену. А ты ничего не предпринимай и занимайся своим делом. Мне все равно, насколько доктор Б важен для всей медицины. Подобного рода оскорбления ненормальны. Обещаю, я не дам ему уничтожить доказательства. Он мерзкий подлец и однажды предстанет перед судом. Не удевай, крепись, друг. Понятно. О, выбрались. Жопошники. Поломали дверь все-таки. Блин, ну не знаю. Очень не хочется автомат тратить. Хоть он и пососный. О, и это падла встала. Давай, 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 беги, беги, беги. Беги. Да, все повставали. Надо было жечь. А хули тут 2 патрона у меня осталось? Понятно. Давай сразу же палим одного. Второго. Все, мужик-то сгорел. На всякий. Ну и вот этого, да. Тоже на всякий случай. Так. У нас тут никакого кода не нарисовывается. Вроде нет. Ну, такая иногда бывает фигня. Типа на перспективу смотришь, короче, и циферки. А, нет. Они отсюда, да, все ломились, я так понимаю. Тихо, тетя. Ты хотела напасть. Сожгли, тетя. А, что там по здоровью? Ну да слушай, пока нормально идем. Они даже особо меня не покоцали. Жалко то, что патронов до хрена просрал. Вот это печально, конечно. Ручная граната. Так. А то он удобно слишком устроился. О. Для штурмовой. Короче, сейчас все время, походу, да, наваливают. Только для штурмовой. Тут бегают с пустым этим, с пустым магазином. Не камильфо. Так, давай вот дальше пройдемся. Пройдемся чуть-чуть подальше, посмотрим, что у нас еще тут можно взять. Но тут смысла нет вниз падать еще.
Хотя может быть. А если ты упадешь именно с этого окна, то ты падаешь типа в другую часть палисадника этого. Первого знает. Так, карту, да. Пик. Карта со мной? Карта со мной. Хоть не одноразовая. Так. А давай в хирургию тогда. Туда слиняем, потому что меня что-то ведут по какому-то длинному коридору. Вниз надо, да, вот так. Если длинный коридор, то скорее всего по сюжету. Идем. И вот сюда вниз. Возможно, еще карта. О, их уже двое. А второй-то откуда тут нарисовался? Что за хрень? Ой, их уже трое тут даже. Бля, ну тут гранатка нужна. Давай. Все, открыто? Открыто. Трава. Мне интересно все-таки, а где же код от сейфа? Не хочется, конечно, так далеко возвращаться. 8 патронов. Спасибо. О, для винтовочки-то лучше как раз патроны. Пропавшие предметы. Всем работникам нам завалили сообщениями о пропаже личных вещей. Если вы найдете бесхозную вещь, не забирайте ее домой. Отнесите ее на пост медсестры в сейф. Это вот где мы сейчас толпу, короче, валили из 4. Комбинация к сейфу 9 по часовой, 3 против часовой. И все, что ли? Ладно. Законспектирую на всякий случай, если меня отвлекут. 9 по часовой и 3 против. Вот как-то так. Все, вот и комбинация нашлась. О, и гранаты, и световые, и ручные, и опять гранаты. Короче, гранат. Такое ощущение, что хирург тут этим гранатами оперировал. Так, ну эти ребята пока не хотят выходить, значит они, скорее всего, выпадут из этих дверей потом уже, когда я в обратку пойду с аудиокассетой на руках. Скорее всего так. Ладно, потыкали на второй. Прямо, да, по-моему. Кстати, вот посмотреть по окошкам. Это ты здесь падаешь, там за заграждение. Да, в принципе, одинаково. Неважно, с какой стороны ты свалишься, в любом случае ты упадешь в один и тот же палисадник. Так, 9 по часовой. И 3 против. Да-да. Простенький вот такой вот код. Двойной магазин. Слушай, вот теперь уже норм. А то что-то задолбался перезаряжаться. Быстро патроны кончаются. Сколько теперь оно вмещает? 64 патрона, а было 32. Ну, хорошечно. Все, потыкали по коридорчику. Он один тут? Нет, их тут двое. Короче, надо готовиться использовать гранату.
так просто эти, блядь, не сдадутся. Ну, тетя-то ладно. Тетя сейчас не актуальна. Больше хантеры беспокоят. Ну чё, ты долго тут гулять-то будешь? Заходи, не стесняйся. Подождем, пока сломает дверь. Неужели? Пожарили тетю. Ок. И там кто-то хрюкает сзади. Нет, это просто зомбарь. Ждем и этого, что вам сказать. И 4 патрона у меня. Ой, блядь. Быстро он подошел, кстати. Все, патроны кончились. Тихо, ну ёб твою мать, дайте убежать от него. Козлы. Ай, блядь. Все заново? Ну давай ты уже догрызай быстрее. 10 лет, блядь, ебался им трясет. Хер знает, с какого момента у меня там, когда последнее сохранение было. Нет, я не хочу делать легче игру. Будем крепиться. Так, ну, в принципе, тут недалеко. Ок. Выбрасываем. Это. Коль не надо. Давай, тетя, подходи. Не слышно топота. Она идет, нет? Ох, пришла. Пришла тетя. На глазах у Хантера будем тетю мочить. Все. Минус тетя. Ну в этот раз, по-моему, поэкономнее, да, у нее вроде как получилось. Да, 2 патрона целых сэкономил. Да ебись. В натуре классно. Ку-ку. Все, валим. Ну, теперь дядя нам экономнее обошелся. Все, он теперь не встанет. Перезарядочка. И такое? Штурмовая. Бля, когда дадут уже отмычку? Столько ящиков. Потом, блин, все это отбегай. 10 лет. Так, это какой-то у нас по кругу ход будет. А тут у нас, по идее, хантеры. Да, тусуются. Правильно, с этого же коридора выходишь. Да, и ты заходишь вот туда, прям к ним. Погоди, не торопимся. Это у нас ход. А, с орбитными окошками, короче, где было закрыто. Понятно. Так, ну давай, наверное, гранатку, да, туда швырнем.
Принимай. Они дверь открывают. Но музыка не закончилась, значит они еще живы. Давай проделываем то же самое. Не, кто-то хрюкает, вон он там. Тихо. По-моему, по нему урон не прошелся. Нет, слушай. Одной гранаты ему было достаточно. Хотя его там еле как зацепило чуть-чуть. С учетом того, что я вообще гранатой его попал на койку вот сюда. Примерно. Ну вот максимум вот сюда. Но его цепануло, короче, эта фишка. Довольный лежит. Я слежу за стримом. Привет всем. Здорово, Серега. Так. Кстати, Серега, ты вот проходил. Проходил же ты эту третью часть? Долго еще до конца осталось? Кстати, если что, сиськи уже я вернул как было. Скыр-скыр и все такое. Ты просил. Серега, а где тетехи? Тетехи теперь как, ну, где и раньше, на сотке. Так, с доктором Б, пленка с записью. А, мне не надо его слушать, ничего. Да, походу, слушать ничего не надо, просто включить и барсик. Ну, ок. Так, тут 0 патронов. Короче, по сути, нужно найдите аудиокассету. Эту кассету-то я нашел. Надо просто вернуться, получается, назад. Где отмычка? Вот. Больше всего меня вот этот вопрос интересует. Потому что столько лута. Я стрим смотрю сначала параллельно. Просто работаю еще. Удаленно. Я понял. То, что ты весь в работе. Ой, ёб твою мать, а я его не заметил. Все, мимо бежит. А где он? Он удрал, короче. Нет, он не удрал. Они, короче, как ликеры, они не могут через дверь атаковать. Так, давай туда мы ему вот это дело кинем. Он, скорее всего, вон там тусуется. Нет, он не там. Где он? Ты где, курва, блядь? Он где-то прям выжидает, стоит. Какой напряженный момент. Я его сдавлю, что мне зря гранаты, что ли, давать? Только аккуратненько. Ну, скорее всего, там по скрипту начинает прятаться. Пошуметь бы как. Пошумим, блядь. Он скребет ноготком, походу. Кто сидит? Ля-ля-ля. Ждет, пока я появлюсь. Блядь. А как он так внезапно появился там?
Короче. Лефасовский. Раз он там тусит, тогда пошли сюда. Аудиокассету я надыбал, а мне вниз, значит. Пускай он тут трется. И в рот ему ноги. Тихо. Что это такое? А, ачивочка. По идее, они сейчас по пути должны еще один или два мне попасться. Так, тут тоже короткий путь. Но я тогда запутаюсь. Давай так, пошли. Вот, их уже, блядь, 4. Ну, о чем я и говорил, то что они тут появятся, когда я назад пойду. Но раз они не гонятся, то хер бы с ним. Все равно туда мне сейчас идти, как бы смысла нету, даже у меня, потому что отмычки нет. Была бы отмычка, то да. Что эти документы делали у вас в офисе? Ты как со мной разговариваешь? Я же сам Натаниэль Барт. Лучше биолога тебе за всю жизнь не встретить. Ты же только утки менять способна. Естественно, у меня есть связи наверху. Естественно, военные консультируются со мной по вопросам, которых тебе даже не понять. Так... Ну и в очко пошел. Ага, это он, наверное, там и лежит. Самый загадочный Натаниэль Барт. Вот он себе в башку выстрелил, да? Погоди. Погоди. Смотрим на наличие. Где-то же должна быть отмычка, правильно? Может, она у него в очке? Барт. Тайрелл. Его завалили. Барт мертв. Застрелен. Он не сам себя. Вакцина? Ищу. Ищи лучше. Там ведь есть компьютер, да? Да тут их полно так-то, этих компьютеров. Приглашение на банкет. Дорогой доктор Барт, с радостью в сердце позвольте пригласить вас на банкет, который состоится 10 сентября в отеле «Централ», где мы обсудим будущее Ракун-Сити и новой особой медицинской зоны ОМЗ. В числе приглашенных мэр Майкл Уоррен, глава полиции Брайан Айронс и другие уважаемые члены нашего общества. В четверг, 10 сентября, 18:00, ресторан «Ориент». Отель «Централ», 2 этаж. Будем почтены вашим участием. Почтены. С уважением, Грег Тессер, сенатор США. Приписка от руки. Нейт, в середине августа я представляю проект, посвященный твоему новому лекарству. Приноси деньги. Как обычно, мы забронировали номер для вечеринки после банкета. Так ведь... Ты ведь брюнет, да? Я дам Айронсу знать. К чему это? Зачем ему цвет волос вообще? Ну да, так вообще как бы очень не в тему вопросы такие задаются. Ты брюнет. Патроны еще. Короче, 2 пачки патронов дать. Письмо от Натаниэля Барда. Немедленно ответь. Грег, я знаю, ты смотришь новости. Этот вирус уничтожит всю страну. Мертвые погребут под собой капиталистский холм, подобно цунами. Ты в опасности, но мы всегда были добрыми друзьями. Поэтому у меня к тебе есть предложение. У меня в распоряжении есть 1 доза вакцины от вируса. Это священный Грааль, и я храню ее не для своей семьи, не для своих дамочек на стороне. Нет, Грег, я храню ее для тебя. Я, как никто, уверен, что будущее США за тобой. Но, Грег, если она тебе нужна, ты должен немедленно вытащить меня отсюда так, чтобы об этом не узнали в Амбрелле. Замолви за меня слово в Пентагоне. Насколько я знаю, ты это можешь. Пусть кто-нибудь пошлет сюда спасательную команду без участия UBCS. Ты мне, я тебе. Для наших сторон это должно звучать вполне разумно. Поторопись, времени у меня немного, Нейт. Продажная шкура, короче говоря. Говорит начальник версии Натаниэль Барт. 29 сентября, 23:00. Я прекрасно знаю, что мое время на исходе. Я надеюсь, что успею записать это видео
чтобы показать миру правду и хотя бы отчасти восстановить свое доброе имя. Страдания Ракун-Сити начались с утечки. Утечки биологического оружия под названием Т-вирус. Я работаю на корпорацию Umbrella, создавшую этот вирус. Моему отделу приказали разработать вакцину, что мы и сделали. Я держу образец у себя в офисе, остальной запас хранится под землей. Но эти сволочи в правлении хотят уничтожить ее, хотят скрыть от мира, что натворили, и уничтожают все свидетельства существования вируса. Я не идиот. Знаю, что они не позволят. И все. А чего не позволят? Уничтожить вакцину? Джилл все знала, но доверилась мне. Блять! Угу. Надо было в ком долбануть, что дверька открылась. Замечательно. Она здесь? Вакцина? Да вряд ли. Ну, было бы, конечно, не очень разумно со стороны этого ученого здесь эту вакцину, важную вакцину оставлять. Нет, образец вакцины, он все-таки тупой ученый. Крепись, Джилл. Я иду. Да. Отмычку дайте мне. Хотя отмычка-то у Джилл, наверное. Слушай, может быть, правда, мы за Джилл потом будем бегать. Она у меня. Отлично, скоро буду. Не рискуй. Не рискуй? Ха-ха. Ты город вообще видел? Если я доберусь к тебе живым, считай это чудом. Может, на самом деле мы тут за Джилл еще все-таки походим тудым-сюдым. Дай, что-то лишнее. Это можно выкинуть. Свидание. Так, ну чё, давай Джилл. Он гонится за мной. Еще косой, как мудак. Бля, я походу пробежал. Так, я пробежал. Пролет этот. Не пролет, а дверь я пробежал. Вот тут. Блин, откуда вы все беретесь-то, а? Не знаю, есть ли смысл этого Хантера мочить? Дадут ли отмычку? Если отмычку не дадут, то там вообще во всей больнице больше делать нечего. Все будет хорошо, Джилл. Ну да, давай. Применить. Короче, получается, если мы сейчас за Джилл будем гоняться, ну, ходить по больнице, то на ней висит как минимум 2 Хантера и где-то штуки 4-5 зомбарей. Наркоманка. Ну же, должно сработать. Сейчас опять хуяк, прошло 2 дня. Кстати, возможно, уже вот эти вот события после того, как Джилл была ранена и как ее Карлос нашел, закончилась, по идее, 2-я часть, если я не ошибаюсь. И это уже получается продолжение после 2-й части. Как раз вот этот момент, где она ранена провалялась полдня. Тайрелл, что случилось? Вниманию всех горожан. Ракетный удар будет произведен через несколько часов.
Заряд боеголовки уничтожит весь биологический материал. Вы не выживете, если останетесь в городе. Эвакуируйтесь немедленно. Повторяю, эвакуируйтесь немедленно. Это не учебная тревога. Это ведь уже завтра. Там еще остались люди. Думаешь, дяде Сэму не насрать? Блять, вот и они. Отдохни. Пошли биться с ними. Я справлюсь. Лучше вооружиться. Судя по звукам, их там до хрена. Ну да, сейчас начнется бойня, короче, да? Давай сохранимся. Патронов тут, естественно, никто не подкинул. Но у меня там что там, 250 где-то есть. Если уж совсем духота начнется, то как вариант можно имбовое оружие какое-нибудь использовать. Раз уж такая пьянка пойдет. Да, поехали. 15 патронов, подожди. Голову на всякий случай перезарядить. Давай, подходи по одному. Попробую опустить ставни. Чем меньше мест для входа, тем лучше. И как ты их опустишь? Я попробую сломать систему безопасности. То, что там Хантер носится, короче, за баррикадами, которыми пытается укрыться, это уже херня. Возможно, его можно было и не убивать, скорее всего. Смотрим. Не подпускай ко мне. Я тогда прилично сэкономил на патронах. Ну что, да начнется веселье. Ну да. Мне надо ставни опускать или нет? Наверное, ставники. Патронов, естественно, никто не даст. Долго. Не сработало, планете. Переигрываем, короче. Интересно, как долго тогда они сыпаться будут? Попробую опустить ставни. Ну что, да начнется веселье. По логике вещей, тихо, ну блядь. Свали от меня. Не один, так другой. По логике вещей тетка должна была упасть за оконную раму. Но они хотя бы повторно вроде не встают. Спасибо, блядь, и на это. Тихо. Тихо. О, они еще исчезают, кстати. Либо эти те же поднялись. Я не знаю. Ну-ка, давай резанем. Да, они лопаются просто. Как воздушные шары. Кстати, сказать. А, нет, нормально, еще патронов. Патронов еще норм. Просто достаточно выдержать волну. Ай, блядь. Что-то я замудился. С одной и с другой стороны. Эй, быстрее. Что у нас? Детонатор. Что?
Да ладно. Найти выключатель, он где-то рядом. А где он? Блять, еще эта курва прискакала. Карлос, они рвутся в комнату. Я уже вижу. Так, подожди. Так дело не пойдет. Давай пользуем вот это дело. Что с детонатором делать, я пока что-то не могу понять. Ты не пройдешь. Не, по-моему, опрометчивое решение Хантера с этого, с винтовки гасить. Ладно. Давай так. Блять, ну где? Кидай гранату свою. Давай гранату им всем. Бам. Ну так-то вроде вовремя я ее использовал, разве нет? Хоть в замес и попал, но мои-то гранаты меня не ранят. А вот в чем парадокс. Почти получилось. Чего получилось-то? Я не понимаю, чего у него получилось. Смотря что мы делаем. Давай сюда сбегаем, вдруг потом не получится достать это. Тихо, тихо, ну бля. Бегом, ну ёб твою мать. Грызут, не дают пройти. Сука, еще один мудак. Ладно. Вот так, давай, наверное, да? Да. Один, второй, третий, сразу же атака с разных сторон пошла. Но мне кажется, что вот дохуя. Так, давай спрей, короче, юзаем. Блять. Но они не дают выбраться. Что, блядь, он куда-то под ноги вообще ушел. Сучара. Чего готово, я прослушал. Сука. Давай заново. Хотя, может быть, там какая-то контрольная точка была. Нет, не было нихуя никакой тут точки контрольной. Попробуй опустить. Ну что, да начнется веселье. Самое такое оптимальное, это вот, да, возле стола бегать. Окружают. Так, а где тот? Понятно.
Вот нахрена он мне нужен? Собираем патроны, пока посвободнее. Так, что-то лишнее. Что-то лишнее. Найди выключатель, он где-то рядом. Где-то рядом с чем? Давай, бегом. Так, внимание, ну давай вот эту штучку заюзаем. Так, минус 1. Сейчас, подожди, я подойду, тут вообще пиздец творится. Почти получилось. Вот что за выключатель? Что он имел в виду? Какой-то выключатель. Так, юзаем вот эту штуку. Всё, чувак там встает. Ой, блядь, еще эти мудаки поперли. Вот от этих ребят надо сразу же избавляться. Блять, у него эта хуйня на башке вырастает. Ёпта, ну мне точно Хантера тут не хватало. Какой-то пиздарец. Ну точно. Так, давай, да, спрей. У меня 50 патронов типа осталось. Заебись. Ну и как вы предлагаете мне выйти из этой ситуации? Ну давай так. Бам. Ну вот сюда в принципе. Давай одну. Че, устали сейчас? Все. Ворота закрыты почти. Ну, по идее, катсцена вроде все. Разместите детонатор. А где? Попробуй снести колонну взрывчаткой. Я понял. Пользуем. Что такое? Меня погрузил кто-нибудь? 30 секунд. Давай вот тут заныкаемся. Держитесь там. Денег нет, но вы держитесь. Похилиться лучше, да? Давай, 11 секунд.
Они сюда вообще не заходят. За редким исключением. 2, 1. Бум. Я не там находился, какого хера? А если бы Джилл завалила? Ты хоть головой-то думай. Карлос, ты в порядке? Карлос, ты дебил. Да нифига. Но все кончилось. Вояка сраный. Я возвращаюсь. Полбольницы разнес. Отмычку так и не дали. Вакцина не фуфло. Отлично. Идешь куда-то? Так точно. Спутником лайт долбанул я. Весь город скоро поджарит. Не тупи, бро. Звони в правительство. Скажи, мы нашли лекарство. Потяни время. Чокнутый ублюдок. Ублюдок, мать твою. Где отмычка? Я не знаю. Но походу ее не дадут. Либо за Джилл, опять же, да. По больнице придется пошакалить. Благо ты в порядке. Он ворвался. Испугалась. И ее. Все кончено. Город спасен. Либо это глюк. Да, это глюк. Ну стреляй, что ты ждешь-то? Или это не глюк? Ну да, приснилось. Приснится же такое. Где я? Что происходит? О! Вниманию всех горожан. Ракетный удар будет произведен через несколько часов. Заряд боеголовки уничтожит весь биологический материал. Вы не выживете, если останетесь в городе. 1 октября. Эвакуируйтесь немедленно. Повторяю, Нет, эвакуируйтесь не может немедленно. быть. Это не учебная тревога. Как-то так. Давай, сохраняемся. Что у нас так по оружию-то вообще? Путают инвентарь постоянно. Отмычка хотя бы точно есть. Уже плюс. Так, тун-тун-тун-тун-тун. Тут все. Взять больше тут нечего. О, патрон. Пистолет G18. Автоматический. Для него такие же, наверное, патроны, как и для вот этого, да? Калибра 9 миллиметров. Ну, тут то же самое. Только на 33 заряда. Давай мы сначала вот этого используем до конца, а потом уже тем будем пользоваться. С добрым утром, Соня. Ты спас мне жизнь. Нифига подобного. Это все Карлос. Принес Это тебя сюда и Карлос. выхаживал. Больной ублюдок. Задолбал ты его ублюдком называть, он народу Земля. помогает. У Барда там запас вакцины. Наша последняя надежда. Думает, что справится один. Я за ним. Стой! Ты не слышала? Город скоро взлетит на воздух. Я пытаюсь связаться с кем-то уполномоченным остановить это. Оставь это ему. Он профессионал. Как и я. Ой, бля, такие все профессионалы. Получится. Хранилище тут внизу, под больницей. Связь с Карлосом пропала. Так что жди беды. Для начала, давай-ка мы вот те вот ящички подберем, которые у нас были отмычками закрыты. Все вроде, да? Ничего не стоит, не лежит. Всё. Погнали. Спасибо за donation. Thank you for donation. И тёхи. Давай-ка мы пожжем этих ребят.
А то что это они? В самом деле. Лежат необожженные. Так, ну и начинаем вскрывать те комнатки, которыми отмычки нужны были. Серега. Супер. Короче, получается, что? У нас больница самая большая локация в игре. Это какая-то котельная или что-то такое, да? Так, подожди, мне не сюда. Сначала надо всю больницу обшаманать. Там, блин, до хрена патронов. Но, кстати, то, что за мной бежал Хантер тогда, когда еще за Карлоса лобал, когда 4 зомбарей выпали из окошка, я охрененно много патронов сэкономил. Наверное. Их же тут сейчас нет. Значит, экономия. Все, поехали взрывать ящики. Револьвера. А самого револьвера-то нет. Это, опять же, у нас самое мощное оружие теперь дается Магнум. Только самого Магнума хрен знает где искать. Так, вот здесь у нас не отмычек, ничего такого. Стой. Это явно работа Николая. Взрывчатка. Нет, слушай, даже есть смысл прямо шмонать вот эти вот все комнатки, в которых якобы ничего не было. Некоторые предметы начали появляться и тут еще. Что придется прям всю больницу обойти. Но она не очень большая, ну, что поделать. Надо лутать. Надо лутать, иначе особо тут это можно получить по щам. Вот отсюда этот Хантер выпал. Так что его, наверное, там не будет. О, здрасте. Будет. Все будет. Эх, жалко. Жалко, что у меня нету патронов на взрывчатку. Давай дробашом. Ща мы его порепаем. Иди сюда. Куда ушел-то? Он же тут стопудово. Да, ебать, патроны кончились. Серьезно? А что это за ваншотники такие? Очень интересно. Да. Фига? Нет, показалось. Ясно. Отговорить тебя не получится. Хранилище тут Ясно, внизу, ясно. под больницей. Связь с Карлосом пропала. Так что жди беды. Так, здесь ничего лишнего. Ну, взрывчаточку вообще было бы тему на Хантера долбануть, но не дают. Не дают коробочки. Одна есть, второй я не знаю, где искать. Так, сначала я вот сюда ж. Ну, по-моему, мне сюда рановато. Да. Это как раз по сюжету.
Не просто будет все делать, да, пошмонать, конечно. Скорее всего, помимо вот этого одного хантера, там будет еще. Еще какие-то будут. Так просто мне полутать не дадут. Так, давай сначала сюда. Здесь у нас это я брал. И, по-моему, чик-чик-чик. Да, тут все. Это явно работа Николая. Ой, ты Коля Николай. Ай. Давай, иди сюда. Главное, за двери далеко не уходить, чтобы выбраться можно было с них нормально. До свидания. Все, в этот раз получилось. Меня никто не задел. Слава богу. О, стоят. Ну, стоишь, качаясь. Давай пистолета их попробуем. Что-то у меня как-то на этот какого не очень-то много. Дробаш патронов. Все, валим. Аккуратненько будем этих ребят валить. По крайней мере, стараться это делать. Блин, не успею я поджечь его. Да? О, ты как тут оказался? Саид. Странно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько себя ведем. Все, последний. Как тот помер, я не знаю. Этих, по-моему, да, не горевших. На всякий случай. И вот эту еще. Хоть и из дробаша долбанул, но все равно опасно. Так, так, так. Вскрываем коробочку. О! Нашлись. Ну, значит, Хантер будет не один. Значит, он будет не один. Ну, давай, пошли, короче, в операционную. Что у нас тут? А так. Вакуум вообще. Ни хрена нет. Подожди. Что? Это не то. Это не то, что я думал. Блин, и все трачу, кстати, патроны на вот этот пистолет, хотя у меня есть другой. Не знаю, насколько это верно. Я не помню, вот здесь, вот в этом саду было что-то для отмычки. Вроде нет. А мне сюда и не перебраться. Все понятно.
Так, ну все получается, только в это каком. Я же сюда дошел. Да. Только во второй. 3 или 4 у нас получается ящика. Не открытых. Где-то здесь Хантер ходит. Оставленный тогда. Хотя есть взрывной. Давай-ка мы его, да, вот так вот. Он отсюда никуда не ушел. О. Здорово, ёпта. Чё он растерялся аж? Не знал, куда идти, что ли? Ну все, по идее. Больше тут врагов не должно быть. Думаю, я пролезу. Куда? А, вот сюда. Карлос не захотел. Ты смотри какой. А Карлос не решился. Так, она пролезла, и где она тогда оказалась? Так и, собственно, зачем? Ладно. Сюда вообще не надо. Так, чтобы не запутаться. Вот ты заходишь сюда, получается. Я 2 хода. 1. Это у нас куда? Комната сохранения. У нас тут, по-моему, с отмычками ничего не было. Нет. Серега, пролез и потом в окно и внизу короб в кустах. Да? Ну давай вернемся. Так. Где это? Где это теперь находится, вспомнить надо. О. Короб, который с отмычкой, ты имеешь в виду? Я только такие сейчас ищу. Все остальные я собрал. О, с отмычкой. Пистолетом даже. Громовой ястреб. Ну, Головная это боль уже... гарантирована. Ну да. Слушай. А ястреб-то у нас чем стреляет? 44-м калибром. Ну-ка, подожди. Получается, для него другие патроны надо? Да. Для него надо другие патроны. Вот эти два, если пользуются вот этими только красными, для громового ястреба, вот эти вот револьверные. Все понятно. Нашелся магнум наш. Долгожданный. Питер, не прыгнет. Прыгну наверх. Ну, ястреба по-любому надо оставить прямо на финального. На финального или около того. Патронов таких будет немного. Сейчас, короче, что, мы, получается, больницу эту залутаем. Можно стрим завершать. Так, вот сюда. Ага. Порох нашелся. Интересно, если порох со взрывчаткой замешать, будет что-нибудь? Есть такая фишка у них? Нет, нельзя.
баночки со взрывчаткой не мешают. Все понятно. Тут тупиковая херня. Сейчас бегаем. Да, тут точно ящик есть. Это я помню. Интересно, если бы я Карлосом всех замочил, тут было бы кого убивать? Я думаю, что нет. Потому что других врагов тут не появляется. Это короткий путь туда. Все пусто. Но у некоторых, о, пожалуйста, вот тебе взрывчатка. Сразу же бацаем зажигательную. О, не зря, не зря. Прям оббежать эту больницу разок стоит. Пускай потратить немножко времени, но это потом пригодится все. Так, здесь тупиковая. Получается, мы сейчас отсюда выходим и сразу направо. Отсюда выходим и направо. Вот сюда. Вот тут. После поворота оказываемся где? Блять, нет. Ну только что было. Что? Заход на крышу. Сюда. Еще один где-то ящик должен быть. Я 4 насчитал. Ребята повставали, что ли? Одна. По-моему, не одна встала. Тихо. Не-не-не-не-не. Не торопимся, только пистолет. Да ёб твою мать. Спокойно, мужичок. И бабёнку твою пожарим. Ну вот она уже хотела вставать. Вот и это тоже хотел вставать. Он даже уже практически начал это делать. 4-й. А этой бабе хоть бы хер. Все, по идее, это последний ящик, скорее всего. Скорее всего. Если я правильно посчитал. Тут просто, блядь, мудозвон. Плохо дело. Нахуй я сюда зашел. Пизду его, пусть тут тусуется. Все равно его скоро бомбой накроет. Или ищет станич. Печалька. Кстати,
кстати, вот, у нас типа все. Отмычку больше нельзя использовать. Ладно. Это значит что? В больнице у нас ящики кончились. И мы ближе к финалу игры. Значит, сейчас что? Уходим отсюда. Хиляемся, сохраняемся и завершаем стрим. Финал уже глянем на третьем. О, вот это борода. Вот это вот плохо. Сейчас бы еще чуть-чуть, и я бы заново все дело побежал. Повезло, повезло. Чисто вовремя уклонился. Так, лишнее у нас что? Пороха никакого нету. Нету. Травой сейчас полечимся. Ну и в принципе все. Порох тогда вот этот выкладываем. Магнум мы оставляем до лучших времен. Ствол, что, я не знаю. Этот закончится. Вот там 33 патрона добить и хорош. Все, по идее. Сейчас мы для дробаша только объединим. Все. Норм. Первый слот и нормально. Ладно, ребят, будем на этом стрим заканчивать. Спасибо за поддержку. Серега, отдельный респект за донаты. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.